2024 год – год дракона. Это год деревянного дракона. Влияние его почувствуют все, поскольку вопросы практичности и материального достатка выйдут на первый план. В течение всего года будут важны такие два качества, как умение быть гибким, умение договариваться с людьми и выносливость. Кого-то ожидают новые романтические знакомства, год дракона, а любовь подарит страсть и сильные эмоции. И вполне вероятно, что для кого-то подобные союзы закончатся бракосочетанием. Но и семейные могут рассчитывать на гармонию в отношениях и стабильность. В вопросах работы будет особенно благоприятно повышение уровня навыков собственных, так и дополнительное образование. Прекрасный год для самовыражения. Прекрасный также год для обретения финансовой стабильности, но легкие деньги опасны. Дракон ассоциируется с императором, а император – это всегда власть. И это означает построить карьеру, стать популярным, получить признание в творчестве и в конечном итоге изменить качество жизни через финансовую составляющую. Дракон – мифическое животное. Это тот, кого не существует в реальной жизни. И, как гласит древнее писание, после праздника его сожгут, но он, как феникс, возродится из пепла. Счастья, удачи всем нам, вдохновения, романтики и любви. Здравствуйте, мои дорогие драконы! Это ваш год, с чем я вас и поздравляю. Да, кто-то из вас очень длительное время после серии неудач, каких-то, может быть, попыток, которые ни к чему не привели, может быть, это длилось даже годами, приходит теперь к новым возможностям. И нужно этот год использовать по максимуму. Недаром по китайской астрологии считается, что судьба, кажущаяся легкой или простой у дракона, это лишь иллюзия. На самом деле дракон добивается всего сам, за счет своей честности, открытости, работоспособности, безусловно, завоевывает друзей за счет своего благородства. И хотя часто он бывает не понят окружающими, в этом есть проблема для дракона. Но, тем не менее, когда наступает ваш год, это ваш выход на авансцену. Это то, когда вы можете себе, наверное, практически на 12 лет вперед заложить счастливое будущее и новое качество жизни. Давайте мы попробуем по году рождения сделать вот такой таро-прогноз и узнать, что же принесет вам этот год. Так, если в целом мы будем говорить, надо успеть за этот год сделать очень многое, как я сказала. И если первая половина года где-то будет больше, ну, теоретически, по крайней мере, она может быть больше посвящена каким-то профессиональным достижениям, заработку денег, новым формам сотрудничества, вообще новым возможностям, то как минимум во вторую половину года уделить внимание личной жизни определенно стоит. У нас сегодня колода добра, которую прорисовала прекрасный художник и таролог Колет Барон Рид. Она подает изображение с позиции позитивной психологии, всех призывает быть добрее к собственной душе. Вот давайте мы на этой колоде посмотрим, что для вас, вот как на картах Таро, для вас драконы видят этот год карты. И первая карта. Чем запомнится этот год? Или важные какие-то события? Может быть, сфера жизни? Неожиданности, неожиданные события. Что завершится? А что нового войдет в вашу жизнь? Что будет радовать? Или что будет помогать? Давайте мы узнаем, а что может помешать? Достанем карту «Совет». И еще достанем две карты. Мы объединим дела, работа, бизнес и деньги. То есть какая-то трудовая и профессиональная деятельность и личная жизнь. Давайте будем смотреть. Итак, чем запомнится этот год для вас, мои дорогие драконы, двойка земли?
контакты с людьми, от умения договариваться, от умения взаимодействовать. Нам в целом говорит карта от того, что мы должны быть, знаете, более практичными. Здесь нельзя зазеваться, потому что двойка Земли – это все-таки баланс какой-то, и вам придется его удерживать. Люди будут разные, система как будто будет меняться, отстраиваться неизбежно. И поэтому быть где-то рациональным, не соскользнуть в эмоции, а такое может быть с драконом, могут пытаться купить, налезть где-то, хотя вас не особо-то купишь, но на какой-то момент вы так расслабиться можете. И за этот период, пусть даже короткий, кто знает, что может произойти. Поэтому по этой карте держать руку на пульсе придется. Вот то, что вы хотите осуществить, надеяться на самого себя. Вы-то и надеетесь. Но дела бывают разные, которые требуют, допустим, чтобы подключились еще какие-то люди. Или вы решаете вопрос через инстанции. И вот все равно, понимаете, остроту момента придется словно постоянно поддерживать и ловить, если она ускользает. По двойке Земли это наши новые возможности приходят, если мы говорим. Здесь для вас вообще не будет ничего такого, чего бы вы не смогли осуществить. А с учетом этой карты это как раз баланс и работа в команде. Почему я так немножко остановилась на взаимоотношениях? Вас должны окружать люди надежные. И с другой стороны, где-то карта говорит нам о том, что нужно больше отдыхать. Не взваливать, может быть, основную часть работы на себя, а уделить внимание как раз как и отдыху, так и личной жизни. Вот этот баланс, может быть, найти, чтобы не переутруждаться. Может быть, придется уделить внимание собственному здоровью в плане профилактики, чтобы вас хватило не только на этот год, мои дорогие драконы, но еще и на следующий. Следующий у нас год змеи. И змея с драконом прекрасно ладят. По сути дела, эти 2 года как продолжение одного чего-то целого. И то, что вы начнете осуществлять в 2024 году, вполне вероятно, реализация окончательно у вас осуществится, может быть, зимой 2025 года. Давайте посмотрим, каковы неожиданности. Паш огня, вот я же сказала, аккуратно быть с людьми, потому что люди порой могут ставить вас в тупик. Или вам что-то пообещают, а потом ничего не сделают. И если вы руководитель или у вас свое ремесло, может быть, творчество, но оно тоже сопряжено с участием кого-либо еще, здесь главное, знаете как, не попасться с одной стороны в какую-то авантюру, или не пойти на риск и себя подставить, или в порывах благородства это может быть с вами. Так вот, вы себя не должны поставить на второе место, а кого-то на первое. Или это может быть, знаете как, с одной стороны, в плане с плюсом, это как начало проекта какого-то совершенно нового у вас может осуществиться в 2024 году. Но если это сопряжен, вот этот риск или авантюра через людей, вот здесь будьте аккуратны. Вы должны, мои дорогие драконы, ожидать этого самого подвоха. Что завершится, давайте узнаем. 5 воды. Да, действительно, тут уж завершится так завершится. И в этой колоде карт как будто выплакать печаль, горе, разочарование, принять, высвободить какие-то негативные эмоции, с которыми было связано наше прошлое. Может быть, это как раз касалось людей, как будто вот так вот вам больше говорят карты. Именно внимание через взаимоотношения, драконы. Вот для вас это будет в течение года актуальная тема, как и в социуме, коллеги, соседи, может быть, ваши близкие, может быть, и какая-то личная история из прошлого. Не должны повторить какой-то болезненный опыт, понимаете? Но для того, чтобы вам пройти, как будто в будущее, совершить вот этот квантовый скачок, нужно рационально позволить себя да просто пожалеть где-то, быть добрым к собственной душе. О доброте нас призывает карта именно в отношении самого себя, не кого-то. Себя поставить на первый план. Как будто если мы позволим нахлынуть вот этим разочаровывающим эмоциям, ведь наша жизнь, как волна морская, приливы и отливы, значит, быстрее мы где-то от этого освободимся, сделаем правильные выводы. И пойдем вперед. Это уходит, мы спросили, что завершится. Печаль какая-то. Вы сделаете правильные выводы, чтобы вторично
Ну, где-то не найти те же самые грабли. Давайте мы посмотрим дальше. Что же нового войдет в вашу жизнь? Ух ты! Да, действительно, по карте Солнца тут так новое войдет. Ваши начинания, ваши проекты. Все это будет осуществляться. Нет каких-то преград. По карте Солнца это у нас радость, изобилие, процветание. Это карта благодарности в этой колоде. Поэтому если действительно вам встречаются на вашем пути люди надежные, искренние, и ими нужно себя стараться окружить и удерживать где-то, благодарить, может быть, их за конкретную помощь. Или если судьба, мы говорим, нам открывает как врата словно или какие-то возможности дает, значит, благодарить про себя Вселенную или высшие силы за то, что они не оставляют вас и тоже помогают. С другой стороны, нет для самореализации как будто никаких препонов. Вы сможете осуществить тот проект, который вы задумали. Но все же по карте Солнца это полнота счастья, радости. Значит, сбалансировать, мои дорогие драконы, как профессиональную деятельность, так и личную жизнь определенно в этом году стоит. У кого-то это может означать новые отношения или полный баланс по всем сферам вашей жизни. Давайте мы узнаем, а что же будет тогда радовать. Звезда. Шикарная карта. Это карта исполнения желаний. Это наши какие-то долгосрочные проекты. Для кого-то из вас будет радовать переезд. Вы, наконец, сумеете осуществить в этом году. Или вы планировали, может быть, заняться, перевести как будто свое хобби или творчество, ремесло какое-то в монетизацию, начать работать на самого себя. Или путешествовать и работать, да, вот какая-то удаленная, может быть, работа. Или это может быть еще какой-то ваш проект, может быть, творческий, с прицелом на будущее. По карте звезда нет ничего невозможного. Для кого-то из вас это что будет радовать? Популярность, мои дорогие. Сияйте, как звезда. Правда, дракон умеет сиять, но это не помпезный какой-то лоск, а тот, который заслуженный. Поэтому карта Солнца и карта Звезда. Две карты, которые нам говорят, как и о реализации ваших проектов, о том, что исполняются ваши желания, о том, что приходит вдохновение, начало чего-то нового. У кого-то это начало, может быть, новой любви, правда, а у кого-то из вас это начало собственной деятельности, когда ведь вообще для дракона, если мы говорим император, вам больше импонирует работа на самого себя. Или если эта работа в команде идет, значит, в этой команде императором тоже должны быть вы, мои дорогие драконы. Вам это ближе по духу, как будто. Вам необходимо не ждать чьих-то распоряжений, а самому словно управлять своей судьбой и своими возможностями. Это важно. Но, безусловно, радовать как счастье будет, так и самореализация, повторюсь. Что может помешать? Король воздуха. Ну, по королю воздуха у нас иногда проходят высокие инстанции, поэтому насколько они могут нам помешать, сложно сказать. Знаете, это ведь где-то прообраз нашей системы. И система, словно как регламент какой-то новый или новый порядок, будет еще отстраиваться. И в 2024 году, что соответствует как раз году дракона, потому что император – это система иерархии, это где-то вы сами. Может быть, на какой-то период будет, или точнее не будет быстрой возможности согласовать какие-то документы. Именно потому, что какой-то пункт вот в этой системе еще не отстроен. Или придется пройти, может быть, через несколько пунктов этой иерархии или сделать несколько шагов, прежде чем я согласую какой-то документ. Вы можете где-то на это сетовать, что задерживаются бумаги, соглашения, какие-то контракты или что-либо еще именно из-за того, что есть какая-то бюрократическая машина. Такое может быть. Или для кого-то из вас не подвергайте, повторяю, себя риску, чтобы не было столкновения с законом. По королю воздуха это нам вообще, знаете, советуют по этой карте убрать, правда, мусор из нашей жизни и быть более рациональному, прагматичному, где-то надеяться на себя, не ставить себя на первый план в тех вопросах, когда это сам по себе уже риск.
Себя вот как будто под удар, понимаете, не подставлять. И если нам карта эта выпадает, все-таки серьезная карта, которая служителей закона тоже олицетворяет, значит, не должно быть риска, мои дорогие драконы, в принципе, вообще, понимаете? Просчитывайте свои ходы до мелочей. Видимо, придется быть где-то мелочным, если мы говорим внимание к деталям. И не бойтесь где-то быть педантом, потому что если вы окажетесь в такой ситуации, будут к вам, точнее, точно так же в мелочах относиться, могут, по крайней мере, или докапываясь до истины, за какие-то мелочи, словно пытаться ухватить, и за какую-то мелкую оплошность, я имею в виду. Поэтому, как таковых, мелочей нет. И если мы говорим, не должно быть лишних людей в вашем окружении, не должно быть того, что, как будто создает какой-то ненужный фон. Ведь по этой карте власть разума, интеллекта, правил и законов. Вот поэтому где-то следовать нужно и быть в тех же энергиях, если вопросы касаются какой-то конкретики. А где у нас конкретика? Это дела, работа, бизнес и деньги. Не подставлять себя под удар. Совет от карт. Любовь. Вот это да. Вот такой вот вам совет. Но вообще эта карта соответствует силе в обычной колоде Таро. И по силе это такие же возможности, как у мага. Это быть ловким манипулятором, быть серым кардиналом, буквально нам говорят карта. Уравновесить, видимо, вот это самое солнце. Лев не что иное, как прообраз нашего эго, в хорошем смысле, наших амбиций. Но значит, где-то мы с горячностью не должны себе помешать. Или каким-то импульсом, когда не успев додумать, мы рвемся вперед, а не просчитали до мелочей какую-то ситуацию. Вот этого быть не должно. Правда, ваши возможности велики, но и спрос будет тоже соответственный. Поэтому, повторяюсь который раз, просто уже не одна карта об этом говорит. Первое, какую-то ошибку мы не должны повторить. Раз, быть внимательным к окружению, словно его профильтровать вам придется. Не допускать вот каких-то разочарований, вот словно их выплакать нужно. Но я условно так говорю. Принять их нужно. И просто, чтобы быть добрым к самому себе, не принимать, к примеру, да, если вам кто-то будет говорить о тяжелой жизни, на вас можно так воздействовать, потому что дракон благороден. И вы можете где-то соскользнуть на эмоции и поставить интересы человека на первый план, а себя отодвинуть на второй. Причем сделать это совершенно, из благородных каких-то целей. Почему я так говорю? Потому что несколько карт о ваших огромных возможностях. Посмотрите, карта «Любовь», Солнце и звезда. То есть 3 старших аркана на все позитивные моменты, которые касаются этого года. А те моменты, когда нужно быть осторожными, как раз нам какие-то печальные эмоции, воспоминания, сложные ситуации, люди, закон, порядок и какая-то система иерархии. И началось-то у нас с двойки Земли, когда выбор. Вам придется, видимо, балансировать. И, может быть, прежде вы бы поступили как-то по-другому, а здесь нужно больше на самосохранение и удержание собственных позиций. Для кого-то из вас по карте «Любовь» и как совет от карт уделить внимание действительно любви, личным отношениям, личной жизни. Не время вроде как видеть вещи цельными, понимаете? То есть допустить какую-то дуальность, допустить и умело взаимодействовать с теми, которые где-то на нас не похожи. Может быть, установить вот этот вот баланс, хоть и быть серым кардиналом, вам придется даже в личной жизни, я могу такое предположить, для того, чтобы что-то очень важно, хорошее не упустить. Но вообще ведь это идет совет, поэтому пользуйтесь, наверное, теми энергиями, когда, отступив полшага назад, посмотреть, как в вашу сторону будет проявляться человек. А затем обдумайте и уже придете к какому-то выводу. Но возможности ваши, правда, велики. Давайте мы посмотрим 2 карты. Дела, работа, бизнес, деньги. Паж Земли, ваши новые начинания. Кто-то из вас, может быть, действительно либо карьеру начнет делать, или уже к этому приступил, значит, вы будете видеть реализацию своих
проектов, или это уход в свободное плавание, в свободным художником, работа на самого себя. По пажу Земли все же именно какая-то наша трудовая деятельность проигрывается, это какое-то наше твердое решение: у меня будет изобилие, процветание, у меня будет все так, как я хочу. И контроль к мелочам, контроль к деталям, когда вы не должны упустить из своих рук даже какой-то мелочи, понимаете? Можно подумать, ну, это пустяки, а какой-то пустяк потом впоследствии может обернуться, ну, каким-то большим минусом. Вот еще раз нам карта где-то возвращает вот к этому королю воздуха, с чем-то не просчитаться. Если вы надеетесь действительно сами на себя, то, знаете, меньше всего и подвохов. Если где-то вы можете предположить заранее, что может быть допущена с вами какая-то нечестность, значит, и вы-то будете более прозорливы, внимательны и не поведетесь на какие-то эмоции. Ну, давайте мы посмотрим, что же у нас в личной жизни. У кого-то в личной жизни может быть и завершение, дорогие драконы, правда. В этой колоде карт, карта повешенного, признать поражение нас призывает. Может быть, какая-то ваша личная история развивалась какое-то время, но утрачено было взаимопонимание. Вы видите, что вы, ну, только мучаете друг друга, и вполне вероятно, кто-то из вас решится на окончательный шаг, решить именно де юре ваши отношения. Здесь больше мы что-то завершаем. Хотя вам выпадает карта любовь, карта сила. И, видимо, у кого-то может быть завершение одного союза и создание нового. Или, вот как по двойке земли, вы будете стоять на выборе между двумя партнерами. С кем же я остаюсь или кому я больше доверяю словно. Посмотрите, как ваш адрес действительно проявится человек. Как будто ваш шаг, он должен быть не первый, а второй. А первый должен сделать кто-то, после чего вам нужно проанализировать и только тогда принять решение. Вам будет очень важно с чем-то не просчитаться или не доверять кому-то больше, чем того заслуживает человек. Как будто ваше как раз благополучие, изобилие, процветание будет строиться через взаимоотношения с людьми. У нас с этого начался наш второй прогноз, и, в общем-то, увы, этим и заканчивается. И правда, дракон, почему драконам соответствует, наверное, больше символ одиночек? Потому что очень часто его подводят. И у вас, наверное, не единожды, но все зависит от возраста вашего, конечно. Но ведь легкая судьба – это обманчивая иллюзия для дракона. Если кому-то так кажется, за счет вашей силы могут принять где-то ваше благородство за слабость и подумать: эх, прокачусь. Или пусть он или она сделает, а я подожду, а дальше сориентируюсь. Помните, что мы живем в обществе, и люди нам встречаются разные. И, увы, порой и личная история, она тоже бывает со знаком минус, когда нас подводят как раз те, кому мы больше всего доверяем. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда. Рожденные в год змеи по китайскому гороскопу. Здравствуйте, мои дорогие. Должна сказать, что год дракона для вас – это как единое целое. Дракон прекрасно ладит со змеей. И змея-то с драконом тоже неплохо ладят. Змее нравится, импонирует благородный дракон, который не боится пойти на сложное дело в одиночку. И ей импонирует сила, отвага и мужество. А дракон ценит в змее мудрость, умение действовать другими какими-то способами, поэтому они друг друга взаимодополняют. И где-то 2024 год должен быть для вас тоже очень удачным, как и в плане самореализации. В плане личной жизни, безусловно, какие-то новые связи, кто знает, будут, как и в профессиональной жизни. Вы партнеров себе можете найти по бизнесу или с коллегами по работе, может быть, найти работу себе по душе или осуществить то, что для вас всегда хотелось бы, как желанное. Ну и в личной жизни тоже быть счастливым. Это прекрасно. У нас сегодня колода добра, я именно на ней решила сделать этот таро-прогноз по китайскому гороскопу. Давайте мы с вами узнаем. Первая карта. Чем запомнится вам этот год?
Неожиданные события или неожиданности. Что завершится в год дракона для вас? Что нового войдет в вашу жизнь? Что будет радовать? Что может помешать? И мы достанем совет от карт. И достанем еще 2 карты, объединим дела, работа, бизнес и финансы в целом. И личную жизнь отдельно достанем. Итак, давайте посмотрим. Первая карта. Что, чем запомнится, что будет важно. Вы сами, мои дорогие, будете важны. По королеве воды, безусловно, личная жизнь. И то, как вот чего вы хотите, чего ваша душа просит. Это карта интуиции, это карта размышлений, это карта мудрости. Почему я говорю, это вы сами. Это где-то вы, наверное, прочувствуете, что у меня сейчас появляется возможность осуществить какой-то проект, чтобы быть счастливым или счастливой. Вот благодаря вот этим вашим качествам уникальным, как мудрости, да, как умение анализировать, как и события вокруг вас. Может быть, даже мы ведь в разных точках Земли находимся, кто смотрит мои видео, но, видимо, даже если это обстоятельства непреодолимой силы, как-то вы все равно сумеете их развернуть так, что еще и какая-то польза для вас будет. Вот вы в своих энергиях находитесь от начала до конца, и вам это позволяет, правда, реализовать вот именно те проекты, которые для вас желанны. И улучшить личную жизнь не без этого. Может быть, чем запомнится, как раз в личной жизни что-то произойдет. Может быть, для девушек беременность, да, или когда вы станете мамой, может быть, так вот тоже. Или в личной жизни что-то начнет меняться. Ну, абсолютно любая, наверное, сфера жизни, но именно в контексте того, чего вы, мои дорогие, хотите. Неожиданные события. 9 огня. Знаете, вот все то, что я сейчас сказала, и по 9 огня здесь больше вариант самообороны. Правда, когда мы не педалируем никакие события, когда мы не включаемся ни в какие вопросы, за исключением 2 моментов. Когда касается именно нашего благосостояния или когда конкретно нам что-то может навредить, помешать, то есть вот что-то угрожает. И второй момент, когда вот та счастливая возможность или случайность, которая идет в руки, и нам нужно отреагировать. Как будто все остальное будет неважно. В неожиданностях, значит, могут приходить как и возможности, так и, может быть, где-то через людей приходить, ну, так себе варианты, которые свидетельствуют о том, что хотят втянуть в какое-то дело, а вам как будто туда не надо. Или загрузить какой-то работой, которая в последующем для вас ничего не принесет. Может быть, никакого самовыражения, ни ваше признание как эксперта. То есть вот здесь нужно быть очень внимательным. Слушайте свою интуицию. Вы люди интуитивны. Вы можете как раз по королеве воды просчитать на несколько шагов вперед любое действие. Значит, по этой карте, если неожиданность, мы говорим, и именно в этой колоде 9 огня означает остановка, чтобы осмотреться. Значит, если мы вовремя притормаживаем, то неожиданности мы себя как будто оградим от них, или мы их будем предвидеть, или вовремя где-то. И карта, кстати, говорит, вовремя задавать вопросы. Вот есть такое значение в этой колоде карт. Значит, как минимум 50/50 надо поделить и спросить, так лишь мне это надо? Нужно мне этим заниматься? А может быть, это и есть не мой интерес, а чей-то интерес, он гораздо больше, чем мой. Поэтому вы сами словно себя от этих неожиданностей оберегаете. Что завершится в вашей жизни? Королева огня. У кого-то может завершиться, правда, какая-то история с человеком, ну, таким достаточно харизматичным. И, может быть, вам было некомфортно в этих отношениях. По королеве огня это, знаете, проходят люди такие более своевольные. И если вы, ну, не достигли взаимопонимания, правда, вы с таким человеком
вы можете принять такое решение, но нам никак не по пути, потому что мы как будто разные. Но я так надеюсь, что это проиграется не для всех, но именно из-за чьего-то своей воли. И когда человек, ну, больше настроен, чтобы какую-то продавить свою теорию, вот вы сможете отказаться от этих отношений. Кстати, это может быть не только в личной жизни. Это где-то может быть побудительный мотив для смены работы или каких-то ваших проектов именно по самореализации. Мне надоело, что мною пытаются командовать. Мне надоело быть на вторых ролях. Теперь я себя ставлю на первое место. И очень правильно. Потому что это как раз мы говорим про самореализацию. Здесь больше на себе как будто мы фокусируемся. По этой карте будет очень хорошо проходить сотрудничество, но когда оно взаимодополняющее, взаимовыгодное, а когда оно не основано на, знаете, когда словно игра в одни ворота. Вот все такое, то, что в одни ворота у вас точно завершится. Проведете вы баланс, это факт. Давайте мы узнаем, что нового войдет. А тут правда, карта возрождения, преображения. Посмотрите, ангел танцует. И в этой колоде карт добра нам как раз и говорят, словно ангел вам хочет передать, когда выпадает эта карта, о том, что вас ожидает истинный успех, о том, что вас охраняют высшие силы, о том, что вы сейчас словно в моменте перехода, наверное, мои дорогие, год дракона, а следующий ваш год. То, что вы начнете в 24-м, будет успешным к продолжению в 25-м году, когда будет год змеи. Поэтому полная самореализация, больше доверия себе. И когда правильные, видимо, ориентиры по поводу вашего окружения вам дадут возможность что-то просчитать наверняка, не отказаться от какого-то проекта, может быть, где-то не спустить на тормоза, а как раз от тех ошибок из прошлого. Все-таки вот эта карта зов, она соответствует 20-му старшему аркану «Страшный суд». И это всегда ведь избавление от боли, избавление от страданий. Это карта возрождения в колодах Таро. И здесь мы говорим, что будет радовать возрождение. Тут вот как будто новый я или новое я. С новыми силами, с новыми планами, целями, намерениями. И главное, вы будете чувствовать приток этих сил, желание что-то менять. И словно Вселенная, понимаете, вот как я сказала, этот ангел наблюдает, охраняет, предостерегает. Шикарно. Что будет радовать вас? Попажу воздуха. Если мы говорим про радости, новые идеи, любопытство к жизни, другая какая-то точка зрения. И рядом у нас карта зов. Вот как раз не бойтесь своей какой-то точки зрения, которая будет отличаться от других. Как ее подать, это будете вы думать сами, потому что мудрости у вас достаточно. Но значит, в каких-то вопросах вам придется выйти, как будто, может быть, по-английски уйти, может быть, из каких-то мутных ситуаций или сложных отношений, от ненужных разговоров со сложными людьми или от того, что не имеет вообще какой-то перспективы, по вашему мнению. Поэтому, наверное, от начала до конца где-то ваша интуиция, и когда вы понимаете, что да, сейчас в моих силах я могу все. Вот ощущение собственной значимости и собственных возможностей в целом. Нет ничего для вас невозможного. Что может помешать, давайте мы узнаем. Король воды. Вот интересно, смотрите, королева воды и король воды. Где-то мы и сами себе можем помешать, если неправильно оценим какую-то обстановку. Мы можем и людей, кого-то принять за единомышленников. Вот есть такой момент. По королю воды идет романтика, идет любовь, идет и гармоничное сотрудничество. Но у нас эта карта в позиции, что может помешать. Вот мы не все то золото, что блестит, мои дорогие. Поэтому, видимо, делите пополам, как минимум. Прислушайтесь больше
голосу собственной мудрости, от ваших каких-то правильных решений и от того, как вы оцените ту или иную ситуацию, те или иные, может быть, отношения. Может быть, нам захочется где-то помечтать и расслабиться, но вот как будто все равно анализировать какую-то ситуацию для вас совершенно необходимо. Не добавлять к чему-то дополнительных эмоций. Если мы здесь говорим интуиция и мудрость, а здесь все-таки у нас любовь и романтика. Но, видимо, не замечтаться или не очароваться чем-то или кем-то, чтобы впоследствии не разочароваться. Давайте совет от карт посмотрим. Паж Земли. Вот быть достаточно расчетливым, правда. Интересно, дракону выпала эта карта, но в другой позиции дела, работа, бизнес. Ну вот вы где-то в одних энергиях. И по пажу Земли это то, что мы наметили. Мы переводим в какую-то практику, четко просчитываем. Кстати, надеемся от начала до конца только на самих себя. И тогда у нас нет ничего невозможного. Когда какой-то проект мы начинаем именно в позиции самореализации, и он нам прослужит долгие годы, в последующем он, скорее всего, будет означать для вас какой-то финансовый успех. Вы можете начать работать на самого себя и отказаться, допустим, ходить в организацию какую-то или на работу, или вы можете начать строить карьеру, опять же, для того, чтобы я руководил процессом, а меня не отодвигали на второй план, или какие-то мои идеи, но в конечном-то итоге все равно где-то практика, рационализм и внимание к деталям. Если мы говорим совет от карт, называется эта карта «Твердое желание процветать». Вот понимаете, как звучит совет от карт. То есть, если вы решили, так, вот у меня будет победа, все, точка, это не обсуждается. И я иду к изобилию, процветанию. И тогда и мелочи вы все увидите, и подводные камни, рифы вы просчитаете. Мудрость вам подскажет вовремя, с кем нужно обойти острые углы, где принять соломоново решение, а где от чего-то отказаться. Дела, работа, бизнес и деньги, как видят. Четверка огня. Шикарная карта прогресса, когда и деньги, когда и самореализация, повторюсь, и в любой области жизни. Когда у нас все под контролем. По сути, это карта якоря, и в то же время, когда у нас реализуются наши мечты, когда у нас праздник происходит, как и в нашей душе, так и в реальной жизни какой-то праздник, когда мы остаемся довольны собой, и когда мы гордимся где-то собой, потому что мы правильно приняли или вовремя даже приняли какие-то важные решения, от чего-то не отказались. Это карта радости, гармонии. Гармонии как с самим собой, так и в целом, как будто тоже. Дела, работа, бизнес, деньги, у вас перспективный год. Ну, собственно, нам об этом и в совете от карт только что сказали. Что личная жизнь? Карта отшельника. Девятка. Знаете, в этой колоде это, конечно, не совсем тот отшельник, который идет в колоде Таро, да. Ну, кстати, отшельник кто такой? Это мудрец, это Диоген, который знает решение любых вопросов, к которому обращаются для того, чтобы какую-то патовую ситуацию разрешить. И к вам могут тоже в личной жизни, может быть, личная жизнь у кого-то будет как раз касаться решения серьезных вопросов с родственниками. Может быть, еще какая-то ситуация, когда именно от вашего окончательного вердикта будут зависеть и другие люди. Такое тоже может быть. Но есть еще такой момент, дверь нам показана, да, как будто закрытая. Это карта передышки, словно отступление. Может быть, какая-то, если прежняя была история со знаком минус, может не быть желания что-то продолжать. У вас по вашей самореализации, по зарабатыванию денег, тут очень перспективный год. Я так думаю, королева воды для тех, кто в паре, у кого сейчас все хорошо, то тогда нам эта карта будет говорить, до двери закрыты, все останется как прежде. То есть не будет каких-то перемен. Здесь больше нам как про цитадель или дом моя крепость, эта карта нам скажет. Но если мы говорим о том, что вы один или одна, или вы хотите каких-то изменений в личной жизни тоже, то по этой карте мы как будто делаем отступление, перегруппировку. Здесь больше мы наблюдаем и анализируем, как скорее к нам проявится человек,
нежели мы первые педалируем или первые активизируем или инициируем какие-то отношения. Надо дать развиться, может быть, как отношениям. Или когда прояснится конкретная ситуация, когда вы будете видеть, что есть по факту. Стоит ли что-то продолжать. А для тех как раз, кто в паре, тут я думаю, что будут стабильные, надежные отношения, надежным продолжением. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда. Рожденные в год лошади. Китайский гороскоп, Таро прогноз на 2024 год. Год дракона. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. И у нас колода добра, которую прорисовала прекрасная художница и таролог Колет Барон Рид. И подает изображение нас с позиции позитивной психологии. Всех нас призывая быть добрее, в первую очередь, к самим себе и собственной душе. Ну, давайте мы с вами узнаем, чем запомнится вам этот год. Неожиданные события. Что завершится? Что нового войдет в вашу жизнь? Что будет радовать? Что может помешать? Такую карту достанем. И достанем совет от карт. Достанем еще две карты, объединим дела, работа, бизнес и деньги. В целом энергии посмотрим. И личная жизнь. Давайте будем узнавать, чем же запомнится правосудие. Вот так. 11-й старший аркан. Это, знаете, как что посеешь, то и пожнешь, безусловно. Но и как ко мне, так и я. Опять же, может быть и наоборот, какая-то ситуация, как к вам относились, и вам захочется сделать какие-то выводы и сказать, ну, хватит, теперь и я буду как будто точно так же относиться. Что-то вы будете, словно вот две чаши весов, и вам нужно с чем-то определиться. Состояние где-то выбора. У кого-то из вас, может быть, в 2024 году, кто знает, если в 2023 были какие-то вопросы буквально связанные с судами, вот здесь вы, скорее всего, что-то завершите. С одной стороны, нам придется словно уравновешивать как самих себя, собственные эмоции, и видеть, что же есть по факту. Безусловно, себя не подвергать риску. Наверное, мои дорогие, кто рожден в год лошади, особенно огненной лошади, будьте аккуратны, правда? Потому что дракон ведь это сигнификатор, идет император по китайской философии, ну и астрологии будем говорить. Поэтому это где-то система иерархии, закона, порядка. И мы не должны что-то делать в противовес, потому что, опять же, видимо, вот это правило будет срабатывать. Не подвергать себя риску. Вот, видимо, оценивать правильно обстановку и не расслабляться. Вот это, мои дорогие, точно на этот год, как будто так нам говорят карты. Давайте неожиданное событие, Солнце. Вот сама по себе самореализация, изобилие, процветание, счастье, благодарность. Вот по этой карте идет благодарность. Это очень важно будет тоже. Видимо, может быть, это те люди, которые вам помогали, да, мы как будто должны благодарить их. Может быть, просто высшие силы, судьбу нашу, да, что у нас есть какие-то возможности, предоставились. Ну, мысленно хотя бы даже, да, поблагодарить ангела-хранителей, высшие силы, что, да, вот у меня сейчас так вот складывается обстановка, что я для себя самого или самой могу сделать что-то, наконец-таки, хорошо и правильно. Или когда мы получаем, например, известность по этой карте, ведь это тоже где-то как наше эго проигрывается. Мы получаем результат. Карта популярности. Вот неожиданной, может быть, для кого-то популярности. Поэтому все будет зависеть от того, какие усилия вы прикладывали в предыдущий, может быть, период. И здесь вы получите признание. Но, видимо, по карте Солнца все равно неожиданности, какая-то радость, какое-то счастливое событие, какие-то возможности. Посмотрите, у вас два старших аркана. Когда старшие арканы, на вас будут влиять обстоятельства. Назовите это событиями, которые приходят к нам извне. Нам, видимо, придется учитывать какую-то обстановку, той, в которой вы находитесь. А меня смотрят совершенно из разных стран люди. Но, видимо, вот то, что вас окружает, и, может быть, это даже связано с людьми, они в целом будут формировать
как и обстоятельства, так и люди, ваше качество жизни. И вам нужно будет держать, вот как по карте правосудия, правильный эмоциональный баланс, равновесие какой-то по справедливости, но и самому или самой не нарушать где-то закон, или пусть это не закон, а это какой-то регламент, или это как правила менталитета, если вы хотите, вот той местности, в которой вы находитесь, по справедливости вообще поступать. Что завершится, давайте мы узнаем. По четверке огня, ну, может быть, знаете, вот не рисковать собой. Это прекрасная карта, говорит нам о том, что у нас все сбалансировано, о том, что у нас все под контролем. Видимо, достигать вот этого самого контроля — это карта праздника и якоря одновременно. И вдобавок самореализации. Поэтому у вас есть возможность как будто достичь как пика своей профессиональной деятельности или вашей экспертности по тому или иному вопросу. Но сказать, что мы собой рискуем, вот еще раз повторяюсь, то точно нет. Потому что это очень добрая карта, но она выпадает вам в позиции, что завершится. Видимо, есть или будет какой-то риск, когда вы не должны попросту рисковать собой. Или не ставить себя под удар. В год дракона это противопоказано. Когда, может быть, понадеявшись на чьи-то уговоры или принять, как вы, допустим, захотите какой-то проект и не успеете все просчитать до мелочей, или понадеетесь на кого-то, и тут как будто вас могут подвести. Одним словом, сохраняйте все то, что у вас уже сейчас есть. Сохраняйте самих себя. Не рискуйте своим статусом, своим положением и своими финансами. Вот карта нам еще раз об этом говорит. Давайте мы посмотрим, что нового войдет в вашу жизнь. Возможности будут огромные. Посмотрите, карта мага. Это великий манипулятор и алхимик. Это то, когда соединяется наша сила воли или сила духа и наше мастерство. В этой колоде это именно так называется. Как будто просто мастерство, оно мало что нам может дать, так же, как и сила воли. А вот если мы соединяем эти две составляющие, то мы полная самореализация, может быть, любого проекта. Но если у вас такие возможности, нам могут, посмотрите, да еще и вдобавок с картой Солнца, мы должны что-то очень правильно рассчитать. Я бы сказала, не играть в азартные игры, это факт. Потому что в один момент можно все потерять. Мы можем ошибочно полагать, что мы сейчас что-то выиграем, а рулетка судьбы как раз по первой карте может сыграть злую шутку. Правда, не рискуйте всем тем, что вы достигли, но возможности ваши воистину безграничны. Направить их, наверное, на свои цели, на свои намерения, сделать для себя что-то такое важно хорошее, когда для вас это послужит по карте правосудия. Если мы делаем что-то правильно, в соответствии с законом, с каким-то регламентом, с системой иерархии, уважаем эту иерархию, то тогда и в последующем, не только на 2024 год, а и на последующий период жизни. Что будет радовать? Четверка воздуха. Вы знаете, вообще, если вы себе больше дадите где-то размышлений, остановки, будет радовать буквально отдых. И когда мы приводим мысли в порядок. Вот правда, не делаем чего-то на импульсе. Вы можете сами где-то за собой заметить тот факт, что если я не поторопился или не поторопилась и что-то продумала, то ошибок намного меньше. По четверке воздуха это идет исцеление. И медитация, отдых сам по себе и восстановление сил. Вот это будет радовать. Что может помешать? Давайте мы узнаем. Двойка воды. Прекрасная карта. По этой карте это взаимодействие, любовь, приятные эмоции. Не могу сказать, что может это помешать. Но, видимо, если мы так, где-то чересчур растворимся в партнере, например, или будет такое желание, может быть, поставим любовь, например, да, или какую-то любовную свою историю на первый план, а от нас
вот именно в данный момент времени, в течение года, ну, в какой-то день, может быть, или период, будут требоваться конкретные действия, понимаете? А мы именно расслабясь, оставим что-то на потом. Вот это нам будет где-то мешать. Правильный баланс, наверное, проводить, правда, вот балансировать придется, с первой карты нам об этом говорят, да и по карте мага это тоже, чтобы где-то не уплыть, не соскользнуть в эти прекрасные эмоции, а они как будто у вас будут. Давайте мы откроем совет от карт. Вестник огня. Это вот знаете, вот в этой карте, обратите внимание, сама карта уже рассказывает смысл ее. Девушка нам изображена, и у нее венок в виде свечей. То есть много огня, много желаний, много импульса осуществить именно то, что я хочу. Или сделать это таким образом, как именно я хочу. Понимаете? Но нам о чем говорит карта? Вот здесь нужно быть аккуратным. С одной стороны, это творчество, это какой-то инсайт, который определенно стоит продумать и, может быть, просчитав все, вот эту энергию на самореализацию и направить. Но еще по этой карте, по Вестнику огня, идет своеволие. Понимаете? То есть, ну, где-то мы не должны, может быть, какому-то импульсу поддавшись, педалировать ситуацию. Не рискуйте опять же собой, так и всем тем, что вы имеете, как и статус, как и материальные какие-то ценности. Не должно быть мутных сомнительных сделок, не должно быть чего-то в противовес закона, когда импульс над нами давлеет больше, чем голос разума. Вот несколько карт об этом говорят, мои дорогие. Дела, работа, бизнес и деньги. Тройка земли. Карта прогресса, карта о том, что мы можем что-то изучать, мы можем получать новую должность, мы можем вообще сменить сферу деятельности, нас может заинтересовать, ну, вообще далекие страны, какое-то новое, как сотрудничество, так и новые возможности. И как будто, если мы прикладываем усилия и дополняем, движемся как будто вперед, да, совершенствуемся, допустим, в вашей профессии или по той работе, в которой вы сейчас работаете, и вы не хотите ничего менять, или мы готовы дополнить это знаниями, или даже если мы начинаем какой-то новый проект, тут тоже есть прогресс. Причем как будто все наши знания, мы должны быть открыты миру и в то же время не отказываться от чего-то нового, от того, что, может быть, происходит вокруг вас где-то, с учетом, может быть, этой обстановки, рассматривать как новые формы сотрудничества, так и изучение каких-то новых дисциплин. У кого-то так может проиграться. Все-таки по этой карте это карта сдачи экзамена. Поэтому кто-то будет действительно в 2024 году заканчивать учебу и переходить уже на новый уровень, в новый статус работника, специалиста, профессионала, а для кого-то построить карьеру. Эта карта с другой стороны может означать вот тот самый жизненный экзамен, который мы должны словно пройти по карте правосудия, с чем-то разобраться, себе не навредить и правильно что-то рассчитать. Увидеть то, что есть по факту, чтобы это согласовалось опять-таки с законом и от того, как мы пройдем этот экзамен жизненный, как мы воспользуемся новыми знаниями или какими-то новыми возможностями, от того, как мы правильно оценим обстановку. Нам карта говорит, на последующие годы будет зависеть наш статус, благополучие, изобилие, процветание и финансовый рост. Личная жизнь. Колесо фортуны. А подвести может. Добрая очень карта, посмотрите, какая красивая. Здесь, правда, больше позитива, хотя в любой колоде карт колесо фортуны 50 на 50. То есть у вас и так. Вы, с одной стороны, вроде как фартовые идете на этот год. Посмотрите, карта солнца, мага, да еще и колесо фортуны. Но есть карта правосудия. И вот что-то мы должны сделать очень правильно. Вы, мои дорогие, я как будто в этих энергиях, как если бы я была рождена именно в год лошади. Но я хочу сказать, колесо фортуны, ведь это, знаете, всегда обстоятельства какие-то. Они могут нам как добавить новых возможностей, и где-то придется, может быть, вовремя куда-то отправиться. Может быть, обстановка вокруг вас будет складываться таким образом, что
нужно будет быстро принимать решения. И тогда вот ваши все качества будут очень востребованы. Но с другой стороны, это может быть импульс. И если мы, ну, понадеемся где-то на Его Величество случай или на авось, или на каких-то других людей. Вот тут мы будем, скорее всего, в минусе. По карте колеса фортуны нужно надеяться самим на себя и как будто, ну, с чем-то не сглупить определенно будет плюс. Хотя в этой колоде нам карта говорит, что определенно какие-то возможности будут. И у вас это выпадает на личную жизнь. Поэтому в целом скучать, я бы сказала, будет некогда вам в год дракона. Но какие-то знакомства определенно будут. И для тех, кто один или одна, я не могу сказать, насколько далеко зайдут ваши отношения, но то, что вас вот эта самая любовь может захватить практически с головой, нахлынуть вот такой волной и накрыть где-то вас, такое вполне себе может быть. Может состояться это самое знакомство. Может быть, для кого-то очень долго ожидаемое. Ведь по этой карте в этой колоде идут, знаете как, не случайные случайности или счастливой случайности, совпадения, как будто судьба помогает вам. Но и вам-то тоже, как будто нужно не плашать, потому что карта правосудия. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда. Рожденные в год Козы. Китайский гороскоп, Таро прогноз на 2024 год. Давайте узнаем подсказки карт. У нас колода добра. Колин Барнрид прорисовал эту колоду. Прекрасный таролог, мудрый, который занимается таро более 40 лет. И художник одновременно. И она прорисовала изображение с позиции позитивной психологии. Поэтому будем в первую очередь добры к самим себе, к собственной душе. И пусть у нас осуществятся все наши желания. Вот давайте мы сделаем такой таро-прогноз. И первая карта у нас будет, чем запомнится вам этот год. Неожиданные события. Вторая карта. Что завершится в вашей жизни? А что нового войдет в вашу жизнь? Что будет радовать? А что может помешать? Достанем карту «Совет» на 2024 год и по сферам жизни объединим дела, работа, бизнес и деньги. Посмотрим в целом энергии и личная жизнь. Давайте узнаем, чем запомнится вам год. Аркан башня, ну что-то неизбежно как будто завершается. Хотя есть такое значение, пусть не в этой колоде, как будто мы успеваем в последний момент запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. То есть вот такое, может быть, действие какое-то, или, может быть, это связано с обстоятельствами непреодолимой силы. Ведь меня смотрят люди из разных стран. Как будто у вас будет возможность, вот даже пусть в последний момент, но для себя сделать что-то очень хорошо. Вообще, в целом, по карте, если немножко на Ленорман мы переведем колоду, да, всегда карта башни проигрывается как цитадель. Наше надежное положение. Вот собой не рисковать в принципе. Наверное, каждый шаг продумывать, где-то не спускать с тормозов, не окунаться в какие-то эмоции, а вот рассчитывать, может быть, свои действия, предвидеть на пару шагов вперед какие-то развития событий. Больше быть рационалистом, нежели жить эмоциями, это точно. Но эта колода нам еще и говорит о том, точнее, эта карта в этой колоде, что если обстоятельства до этого времени, до 2024 года складывались каким-то образом, когда вы что-то не предполагали, то здесь вы можете прийти к какому-то очень важному решению, которое будет как освобождение от чего-то. Это как смена ракурса, смена парадигмы, смена какого-то шаблона, смена стереотипа. Если вы раньше себе, допустим, говорили: я никогда так не поступлю. А вот здесь обстоятельства вас вынудят поступить именно так, как прежде вам не хотелось, или вы считали это недопустимо. Или вы, допустим, могли себе говорить: вот это не про меня.
Или я никогда, допустим, не приму такую точку зрения. А здесь, опять же, обстоятельства складываются так, что то, что для вас было ранее неприемлемо, теперь уже на практике есть в реальной жизни. Вот почему я говорю, смена парадигмы. Здесь что-то может на 180 градусов именно в обстоятельствах вас, окружающих, как будто меняться. Давайте мы посмотрим неожиданные события. Тут вы сами как будто меняетесь. Тройка воздуха. Да, вот как будто прежняя ситуация какая-то, может быть, 2023 год, но, может быть, и годами прежде. По тройке воздуха это были какие-то разочарования, и мы говорим в неожиданностях. Может быть, и не все у нас получается осуществить, или не получилось, может быть, все в таком контексте, как мы бы хотели. Но эта карта нам о чем говорит? Это уже какое-то завершение. Скорее вы будете что-то завершать в 2024 году. И причем в совершенно других каких-то энергиях, если мы говорим, меняется наше отношение к миру, может быть. Мы по-другому видим как-то события. То, что прежде мы отрицали, мы можем теперь, наоборот, согласиться. И здесь словно обстоятельства будут действительно на вас влиять. Все просчитать, конечно, по одной карте невозможно, но эта карта уже какого-то результата или, говорят, исхода, да. На карте прорисована девушка-ангел, она как будто отворачивается от прошлого и идет вперед. Это, знаете, карта говорит о том, что старое должно уйти, а мы должны развернуться действительно на 180 градусов, вот как я говорила по карте башни, и сделать что-то совершенно по-другому. Мы как будто должны измениться, потому что мир уже другой. И 2024 год, год дракона, это будет отстраиваться новая система иерархии, но это только само начало. Вот где-то это происходит ломка шаблона или каких-то наших привычных убеждений. И мы это изменить не можем, мы всего лишь люди. И поэтому изменить отношение к тому, что происходит вокруг, вот это как будто в наших силах. И чем быстрее мы развернемся на 180 градусов, ну это я условно, аллегорически говорю, тем более безболезненно пройдет какой-то для нас период, когда мы с душевным спокойствием вынуждены словно признать, что да, в нашей жизни есть как и радости, но есть и то, что мы не в силах изменить. Ну, я понимаю, философии много, но почему-то две карты, причем одна продолжает вторую. Давайте мы посмотрим, что же завершится. Ну, вот какие-то, знаете, неудачи из-за людей у вас завершатся. Или когда вас на что-то уговорили, допустим, да, а вы согласились, а в последующем вы остались один на один с какой-то проблемой. Или когда вы чувствовали, или было состояние такое, словно меня покинули, про меня забыли. Все заняты своими делами, и до меня нет никому дела. Вот знаете, вы можете пересмотреть, может быть, как и свое отношение к людям с одной стороны, а с другой стороны принять, что, может быть, эта жизнь наша такова, что сейчас каждый занят какой-то своей задачей и, правда, погружается в свои какие-то проблемы. По пажу огня, если мы говорим, что же это уходит. Уходит, с одной стороны, лишь что завершается. Не хочется рисковать, нет места авантюре. Нет места, может быть, и какому-то проекту, который вы начали, но он по какой-то причине не развивался. Или какая-то история, которая вам казалось будет иметь продолжение, она тоже как будто заканчивается. Но вместе с какими-то разочарованиями уходит то, что не жизнеспособно. Вот оно все завершается. Принять, наверное, как данность, то, что мы не в силах изменить на самом деле так. Хорошо, давайте мы узнаем, а что же нового войдет в вашу жизнь? По пажу воздуха есть, конечно, какие-то новые проекты, когда мы, знаете, допускаем вот как раз развитие альтернативных вариантов, как и событий, так и нашего восприятия. Вот это самая парадигма или наше отношение к жизни. Оно будет меняться, и оно будет вас словно менять, хотим мы или нет. Это вот выводы по пажу воздуха.
которые мы делаем уже, или они основаны на прежнем опыте. И приходят новые идеи, новое любопытство к жизни и другая совершенно точка зрения. Другая, отличная от прежних каких-то наших либо взглядов на жизнь, взглядов на людей, от нашего в целом мировоззрения. Но, видимо, нужно дать чему-то завершиться и окончательно сделать выводы по тому, что вы не смогли изменить. У кого-то это проиграется в сфере работы, у кого-то, может быть, в личной жизни или какого-то конкретного одного проекта. Но это когда мы приняли уже, нас, во-первых, это больше не ранит, и мы понимаем, что да, вот эта тактика прежняя, она уже теперь не сработает. Значит, мы с новыми силами идем вперед, безусловно. Давайте мы посмотрим, что же будет радовать. Девятка Земли. Самореализация. Причем, скорее всего, это какой-то совершенно новый проект. Или то, что вы сами задумали. Или когда вы надеетесь сами на себя. По девятке Земли это сама по себе карта, которая говорит об изобилии, процветании, о том, что есть финансовые средства, о том, что у вас все под контролем, о том, что вы уже ни на кого не надеетесь, о том, что вы более настроены на то, чтобы вот то, что для меня сейчас важно, или, может быть, вы себя оставляли на потом, вы жили кем-то, вот у кого-то так проиграется, а потом получилось, что словно что-то разрушилось, или что-то пошло совершенно не так, как вы думали, надеялись, или как вы рассчитывали, может быть. Но вот подведение таких итогов вас совершенно меняет настолько, что вы становитесь очень самореализованной личностью. Вот, видимо, за 2024 год вы можете сделать большой квантовый скачок. Посмотрите, насколько предыдущие 4 карты, они говорили, по сути, об одном и том же. И в итоге, что будет радовать? Вам выпадает одна из лучших карт в колоде, которые говорят про самореализацию. И про финансовый успех тоже. Но это благодаря дисциплине, самодостаточности, где-то ответственности, когда мы берем ответственность за собственную жизнь и когда надеемся, опять же, сами на себя. Это, как, знаете, мы закладываем последний камень в фундаменте нашего фундамента финансового благополучия, нашего какого-то изобилия, процветания. И в последующем мы построим, наверное, что-то более грандиозное и величественное, нежели то, что уже разрушилось. Давайте мы посмотрим, что может помешать. Я не могу сказать, что что-то может помешать. Карта любви. Аркан сила соответствует. И энергетика, как у карты Марга. Это великий манипулятор. То есть где-то с одной стороны может манипуляция какая-то помешать. Может быть в отношении вас. Может быть где-то, если вы переиграете, да, а кто-то, как ваш оппонент, просчитает какие-либо ваши манипуляции. Но здесь еще нам может помешать, знаете, как какая-то иллюзия, что все хорошо. Вот то, что я говорила, если мы задержимся в какой-то нереальности или в каких-то прежних шаблонах, в паттернах или в каком-то стереотипе по отношению к конкретному человеку. Настаивать где-то на своем, вот это тоже будет мешать. Тут больше мы принимаем какие-то альтернативные варианты, и об этом нам тоже говорит карта. И тогда вот эта самая реализация. Вообще смена шаблона, смена ракурса для вас как будто 2024 год. Давайте мы посмотрим карту Совет. И нам практически все то, что я уже сказала сейчас. Вестник Земли. Это тоже нам говорит как о финансовом успехе, о каких-то новых начинаниях, о том, что, может быть, какой-то ваш проект, к которому вы руки не доходили, вы все время думали, что, это потом. Вот сначала что-то другое, а это я потом для себя сделаю, да, или на какой-то удобный случай. А здесь по этой карте на первый план ваше трудолюбие, выносливость выходит и разумные действия. Здесь как будто нужно, знаете, преодолевать придется какие-либо препятствия, правильно рассчитать
свои действия, возможности, не делать ничего, наверное, с позиции, когда мы какую-то точку зрения продавливаем. Или, опять же, действуем по шаблону. Не действовать где-то по старому шаблону. И когда мы готовы, словно марафонский забег, шаг за шагом на длительный период идти вперед. Это не какая-то кратковременная игра, а когда мы больше рассчитываем свои силы на долгосрочный период. Или понимаем, скорее всего, что сейчас мы закладываем вот последний камень в фундаменте нашего нового качества жизни. Более такое, знаете, обширное видение вот вашей работы или вашего вида деятельности, то, что для вас важно, может быть, вашего творчества, чем вы занимаетесь. Тут недооценить себя тоже нельзя. Но и надеемся-то мы на себя только как будто в первую очередь, ну и в последнюю, я бы сказала, тоже. Вот почему-то для вас это будет очень важно, как будто через вот такое отношение к себе приходят финансы, а через финансы к вам приходит самодостаточность. И вот эти три компонента, они очень будут взаимосвязаны в 2024 год. Давайте дела, работа, бизнес. Двойка воздуха. Здесь, в этой колоде карт, нам говорят о том, что мы, ну, во-первых, это всегда выбор. Или, правда, какая-то развилка судьбы. Мы можем, или мы встанем перед каким-то фактом, как вот у вас выпадает карта башни, что нам нужно принимать именно теперь какие-то решения делать. Или сколько не веревочка, говорят, не весь, а конец все равно будет. Вот по двойке воздуха мы понимаем, что мы пришли в какому-то тупику. Или мы стоим возле какой-то стены. И у нас не получится дальше, как будто путь закрыт. И как будто для вас, опять же, возвращаясь вот к этим, с чего началось, 4 карты, смена шаблона как раз поможет увидеть новые возможности. Нам говорят не спешить. Все то, что будет касаться дела, работы, бизнес. Не делать опрометчиво, все просчитать. По сути, это все то, что я только что говорила. И карта просто это подтверждает про самодостаточность, самореализацию, про финансовый доход, про где-то двойка воздуха мы не должны, знаете, с учетом пажа воздуха, нарушать закон. Вот этот момент тоже, он будет для вас важен. Что в личной жизни, давайте посмотрим. Тройка воды. Вообще это карта праздника. Значит, какие-то приятные эмоции, какая-то радость, может быть, поддержка ваших близких или реализация вашего проекта. Все-таки личная жизнь не только про любовь. Хотя здесь может нам карта говорить и о том, что, знаете, дружба какая-то может завязаться в 2024 году, которая в последующем как раз и перерастет во что-то более ценно большее. Могут быть люди, которые будут вместе с вами, как будто одной целью вы будете связаны. Это, опять же, может карта говорить про праздники, допустим, в вашем бизнесе, значит, где-то что-то успешно пойдет. Или если мы говорим про взаимоотношения, например, в социуме, коллеги, да, взаимоотношения с руководством, то здесь тоже, опять же, вот умелое, а вы, правда, вы люди очень контактные, и умелое взаимодействие с окружающими для вас, как и вдохновение будет означать, как и полезную и надежную дружбу можно здесь установить, новые какие-то грани сотрудничества, может быть, и новые люди, и с ними какое-то сотрудничество, и есть сам по себе праздник. Будет много моментов, когда вас что-то будет радовать, но радовать это как будто совершенно в другом ключе. Вы словно поворачиваетесь к прошлому в 2024 году и совершенно с другим уровнем самоосознания, может быть, вы себя долго отодвигали на второй план. И вот пришло время, видимо, выйти на авансцену, чтобы исключить какие-то разочарования и ошибки прошлого. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда. Для рожденных в год обезьяны. Китайский гороскоп. Таро-прогноз на 2024 год. Давайте узнаем, какие карты нам выпадут. И у нас колода добра.
Прорисовала ее художник Колет Барон Рид. И изображение она подает с позиции позитивной психологии. Вот давайте мы с вами на картах попробуем немножко забежать вперед и узнать, как сложится этот год. И первую карту мы достанем, чем запомнится этот год. Год дракона. Неожиданное событие. Что завершится? А что нового войдет в вашу жизнь? Что будет радовать? Что может помешать? Давайте такую карту достанем. Совет от карт. И мы достанем, объединим дела, работы, бизнес и финансы. Достанем общую карту, посмотрим энергии. И что в личной жизни? Как видят карты? Давайте будем смотреть. Чем запомнится? Ух ты! Карта любви. Хотя где-то отчасти это и карта силы, и карта нашего эго. Мы хотим осуществить непременно желаемое. Но по этой карте нам говорят, что любая сепарация – это иллюзия. Поэтому где-то принять тот факт, что как мы видим жизнь или как мы видим партнера, это отзеркаливает нас. Видимо, вопросы взаимоотношений в социуме для вас будут важны. Взаимоотношения, может быть, в личной жизни. И если нам что-то не нравится или как-то мы хотим быстро поменять, то это где-то наша собственная проекция. Это мы лично так видим сложившуюся обстановку или отношение к нам. По этой карте, безусловно, нам говорят еще и про любовь, это про возможности какие-то, или есть то, что мы не можем как будто объединить. Вот единство противоположностей, может быть, как душевный баланс или в виде какого-то согласия у вас проиграется либо в личной жизни, либо, может быть, по работе. Может быть, придется вам в течение года искать какие-то общие точки интересов, взаимодействия. И это ведь старший аркан. А когда старший аркан, это всегда, опять же, обстановка вокруг нас такова складывается, на которую мы не влияем, а вот она-то на нас как раз будет влиять. А вы умеете ладить с людьми, поэтому я думаю, для вас это не будет каким-то сложным моментом, но, видимо, держать этот баланс вам где-то придется. Давайте мы узнаем. Неожиданности. Карта звезда. Реализация. По этой карте как раз сияйте как звезда. Поэтому обезьяна достаточно неплохо себя чувствует в год дракона. Единственный момент, не переиграть будет. Вот это да. Но возможности практически для вас будут где-то уникальными. Почему я так говорю? По карте звезда мы достигаем какого-то важного события в нашей жизни, как в плане самореализации. Достигаем цель, мы говорим, да, или наше намерение. Или мы можем продвинуться в этом направлении и для себя совершить что-то очень важное. У кого-то это буквально совпадет с переездом, потому что по карте, как ни крути, проигрывается расстояние в плане дистанции, километража. А для кого-то из вас какое-то, может быть, дело вы начнете, которому посвятите в дальнейшем долгие годы, смотря чем вы занимаетесь. И здесь тоже как будто продолжение следует, которое будет вас радовать, принесет вам, кстати, популярность. Это вдохновение и новое начало. И действительно неограниченные возможности. У вас два старших аркана. Вам как будто сама Вселенная будет помогать, открывая перед вами нужные врата. Самое главное, культурно зайти и где-то, ну, правильно провзаимодействовать для того, чтобы как раз и осуществить то, что вы хотите. Давайте мы узнаем, что завершится. Колесо фортуны. По колесу фортуны это то, что мы не ожидаем. Не могу сказать, что тут завершится, потому что всегда это 50 на 50. Колесо может крутануться как в сторону минуса, так может крутануться и в сторону плюс. Поэтому, с одной стороны, что завершается? Может быть, прежний период жизни, прежний год, может быть, вы не могли никак
ну, как бы для самого себя или самой себя определиться, потому что события менялись очень быстро. Какая-то, ну вот как колесо было, или круговерть какая-то была. И здесь, видимо, правда, в год дракона это будет отстраиваться где-то новая система порядка и иерархии, когда вы что-то сможете просчитать на пару шагов вперед. Это правда. Вот я вижу именно в этом. Конечно, внезапности, ведь это случайности, внезапности, неожиданности в позиции, что завершается. Поэтому где-то, видимо, может быть, не так много таких неожиданных событий будет в вашей жизни. Но исключить полностью, что это как-то уйдет из нашей жизни вообще, особенно в свете последних событий, конечно, невозможно. Но, может быть, это будет, примет какой-то характер какого-то порядка или структуры. Опять же, вы люди очень пытливы умом, поэтому, скорее всего, вы сумеете просчитать как минимум на пару, а то и больше шагов вперед. Здесь больше, в принципе, какого-то порядка или больше структуры. Давайте мы с вами узнаем, что же нового войдет в вашу жизнь по тройке воздуха. Это, знаете, мы перестаем бояться. Уходит страх. И если раньше у нас девушка, как ангел, стоит на вершине горы, да, и птицы вокруг, много мыслей, много информации будет, много, может быть, ненужной какой-то информации, но вам придется, видимо, как-то это, ну, фильтровать, я бы сказала. Но в основном девятка воздуха, это, знаете, наша какая-то неуверенность уходит. Может быть, какая-то ненужная философия, которая нам где-то мешала. Мы могли, допустим, себя за что-то корить, осуждать, что вот я там неправильно сделала, или вот я там где-то неправильно поступил. И теперь мы, вот недаром это колода добра, мы переходим от самоосуждения к самосостраданию где-то. Мы принимаем, с одной стороны, что страх, может быть, вот этих перемен, которые вот так быстро, как это колесо, да, крутились, длительное, может быть, время жили в позиции, когда не знаешь, что произойдет через 5 минут, или какая новость еще тебе придет, или, как мы говорим, что тебе еще на голову свалится. И вот здесь это как будто уходит, и мы, анализируя прошлую жизнь, понимаем, что, да, действительно, нам где-то страх или вот эта переменчивость, она искажала наше восприятие мира. Она нам просто мешала, может быть, идти вперед. В 2024 году вы сможете уложить события вашей жизни в какую-то последовательность. Давайте мы посмотрим, что будет радовать. По карте Луна, знаете, эта карта очень хорошо проигрывается в личной жизни, правда. Будет радовать то, что вы будете себе, правда, больше доверять, и это карта интуиции и мудрости. Когда я анализируя прежний период, прийти к выводу, что ведь я где-то нутром чувствовал, что именно так разовьются события. По карте Луна наша задача, наверное, увидеть то, что словно за кулисами находится. И карта нам говорит, что большие возможности скрываются в тени. Но обстановка пока, она еще не ясна с точкой. Может быть, ушла какая-то турбулентность частично, но еще пока есть и те моменты, которые продолжают словно развитие. Может быть, что-то отстраивается как система заново, и на 100% уверенным быть нельзя. Поэтому просчитать с помощью интуиции какие-то свои возможности определенно стоит. Что будет радовать? Когда мы больше доверяем самим себе и собственной интуиции, понимаем, что как раз умеем предвидеть на пару шагов вперед, как минимум. Как раз со знаком плюс может проиграться ваша личная жизнь. Для девушек это может означать беременность, правда, или ожидание ребенка. Наш дом, наша крепость. Может быть, вы будете обустраивать свое жилище или как-то делать его более комфортным. Может быть, это касается ваших взаимоотношений с родственниками или с вашим близким человеком. Сама по себе карта Луна – это где-то больше спокойствия,
неторопливости, нет места какой-то спешки. И, видимо, действительно, мои дорогие, для вас где-то вот эти вот американские горки, такой аттракцион жизни, который был в предыдущий период, он у вас словно заканчивается. И это для вас в целом дает какую-то более прогнозируемую картину, и, конечно, это радует. Что может помешать? Давайте мы посмотрим. Ну, не абстрагироваться от общества, это точно. Хотя у вас могла накопиться своеобразная усталость вот за какой-то предыдущий период. По карте отшельник, если мы где-то буквально нам дверь, да, показана, закрываемся от новых возможностей, от каких-то реалий, может быть, по причине того, что мы устали, или по причине того, что я уже где-то как растерялся, потому что слишком много изменений в моей жизни произошло. И все же как будто надо видеть, что есть по факту. Нужно держать руку на пульсе где-то, если и будет желание, да, так вот, как по карте Луна, уйти за кулисы словно незаметно, но, тем не менее, отслеживать, что происходит вокруг. По этой карте это тоже нам выпадает старший аркан. И, как ни крути, обстоятельства извне на нас как будто будут влиять. Нам будет где-то мешать, если мы, с одной стороны, нам помогает интуиция, мы сказали, да, но нам будет мешать, если мы устроим из этой интуиции глубокую философию. Это две разные вещи. Не анализировать где-то сверх меры, не искать черную кошку в темной комнате. Нам это тоже не поможет. Может быть, и отступить полшага назад, если вы окончательно в чем-то, в ком-то разочаровались. Но вида-то вот мы не показываем, правда. Философию какую-то тоже мы не устраиваем. И, в принципе, нам будет где-то мешать, если мы, знаете, совсем только на себя будем рассчитывать. Все-таки правильное взаимодействие, оно предполагается. Совет от карт. Восьмерка огня. Знаете, надо будет использовать все возможности, которые к вам придут. И эти ведь возможности, правда, будут приходить, ну, совсем, может быть, не в тот момент, когда мы их ждем, или не тем образом. Это может прийти как известие или вам предложение, и как будто надо на это отреагировать. Если мы скажем «я подумаю», да, и вот этот период затянем, нам могут потом чего-то не предложить. Поэтому, видите, как интересно, будет как будто по колесу фортуны. Турбулентность, там сказали, она уходит, но все равно динамика-то остается. Не будет какой-то бесконечной паузы. Да, нам будет ее хотеться, и она где-то будет помогать. Но будут и те моменты, когда нужно держать руку на пульсе и быстро реагировать, как новость, информация или какое-то предложение. Может быть, рассмотреть это предложение и не оставить что-то на потом. Это карта наращивания темпа с учетом сложившихся обстоятельств или тех событий, в которых вы находитесь. В этой колоде восьмерка огня — это считается карта трансформации. Вот у вас происходит эта самая трансформация где-то 24-й год. Какие-то перемены продолжаются, и нам нужно с этим совсем правильно провзаимодействовать. Ну и где-то и с людьми-то тоже. Дела, работа, бизнес. Ну и деньги. Посмотрите, девушка у нас стоит, и как будто бумаги сжигаются, те мелкие листочки, на которых мы пишем, что мы планируем сделать на день, может быть, или какие-то наши долгосрочные планы. Вот здесь это все словно горит и кружится, да. Мы будем отказываться от того, что не жизнеспособно, от того, что уже теперь словно жизнь поменялась, и нам приоритеты тоже нужно менять. Правила игры нам менять придется. Здесь по новым, и причем это может быть даже, как мы говорим, не моя игра, но мне в ней приходится участвовать и учитывать вот тот распорядок, который уже складывается. И значит, мы, скорее всего, будем от чего-то отказываться. То, что нам, может быть, ну, не служит уже каким-то продолжением раз. То, что отнимает очень много сил. Вам не захочется много работать, вам захочется больше отдыхать. Есть определенная усталость, нам все карты об этом показали.
Правда, видимо, накопившийся какой-то, может быть, ворох непонятных, недоделанных дел, которые вы просто проводите и скажете: я больше этим заниматься не буду. Точка, от чего-то откажетесь. Потому что какая-то нагрузка достигла своего пика. И вам сейчас словно себя необходимо разгрузить. И вы будете вот как эта девушка. Я сжигаю все то, что для меня уже не имеет никакого значения ни к продолжению, ни на теперешний момент жизни. И вот в это высвобождение энергии, видимо, и будет означать вот этой самой реализации. У вас получится осуществить, еще раз повторяюсь, все те ваши намерения, которые вы перед собой поставите при правильном взаимоотношении с теми событиями, которые окружают, нам сказала карта, трансформации, перемены, какие-то известия, предложения для вас, но и с окружающими тоже. Личная жизнь. Король огня, но тут конкретный человек по королю огня. Вот, кстати, в этой колоде здесь и мудрец идет. Может как раз и означать встречу где-то с человеком, который вам будет очень интересен. Это как может быть и духовный где-то лидер, наставник, или ваше какое-то творческое лидерство, с учетом карты звезда, ваша популярность, и которая вы станете заметной, и кто знает, может быть, и новое знакомство состоится. Может быть, это будет именно таким образом, что вас заметят. Вы люди яркие сами по себе, вы люди красивые, вы люди видные. И поэтому у кого-то начнется с дружбы или с какого-то профессионального, творческого интереса, а кто знает, а в последующем перерастет во что-то большее, как знать. Но, видимо, вы будете уделять внимание своим проектам, мне так думается, в этот год, может быть, даже больше внимания, чем личной жизни. Мои тылы надежны, и мне этого достаточно для людей, тех, кто в паре и семейных. Ну, а для тех, кто один или одна, год, когда, правда, словно перезагрузка, трансформация и полный вперед с наращиванием темпа, с новыми возможностями, избавлением от всего старого, ненужного и каких-то сомнений, страхов, неуверенностей, и с новыми людьми, новые контакты, новые связи, новая дружба. Кто знает, может быть и новая любовь, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда. Рожденный в год петуха по китайскому гороскопу, Таро прогноз на 2024 год. И у нас сегодня колода добра прорисовала художник и таролог Колет Барон Рид. И изображение она подает с позиции позитивной психологии. Всех нас призывает: давайте будем добрее друг к другу. Итак, что нам подскажут карты? Первую карту мы достанем. Чем вам запомнится этот год? Неожиданные события. Что завершится в 2024 году для вас? Что нового войдет в вашу жизнь? Что будет радовать? Давайте узнаем. Также узнаем, что может помешать. И достанем сразу совет от карт. Далее посмотрим энергии и объединим дела, работу, бизнес и деньги в целом. И еще одну карту достанем. Личная жизнь. Итак, чем же запомнится? Старший аркан правосудия. Ну, тут так. Как мы, так и к нам. Ну, или наоборот, как к нам, где-то так и мы. С одной стороны, если вы видите, что вами было приложено много усилий, а результата никакого, или ваши какие-то начинания не нашли отклика, или нет продолжения, вас не ценят на работе, вот все-таки что посеешь, что и пожнешь, идет по этой карте. Поэтому мы можем делать какие-то выводы. Конечно, карта не отрицает и того, что если где-то и мы там наследили, нам тут тоже как будто чудес ждать-то вот не приходится. У кого-то могут проиграться вопросы, может быть, которые были связаны с предыдущим периодом, и уже какие-то вопросы в суде, то есть или разбирательств, правда, у кого-то из вас. С другой стороны, это карта эмоционального баланса в первую очередь и умение видеть, что же есть по факту.
с одной стороны, не впадая в какую-то глубокую философию, ну и с другой-то стороны, не рисуя себе каких-то воздушных замков и не надевая розовых очков. Вот здесь все более практично и рационально в этом году. Видимо, этим он и заполнится, тем, что вам, может быть, придется своеобразный выбор делать между чем-то и чем-то. И либо между кем-то и кем-то, такое тоже ведь вполне вероятно. Но и должно быть все увязано с законом. Вот чем бы мы ни занимались, значит, документы составляем, надо все проверить. Если в банке что-то подписываем, тоже с чем-то не должны все-таки просчитаться. Видение по факту, повторяюсь, для вас будет в течение всего года. Видимо, не существует мелочей, понимаете? То, что мы можем принять за мелочь в последующем, мы, ну или нам как-то может обернуться какими-то серьезными отголосками. Поэтому на авось точно не действуем, не играем в азартные игры. Кстати, вот этот момент тоже. Неожиданные события давайте увидим. Король воздуха. Вот интересно, правда? И если уж нам выпала карта правосудия, король воздуха часто бывает, пусть не в этой колоде, в основных колодах Таро, это проходит юстиция где-то или представители власти, представители закона, это проходят высокие чиновники, поэтому закон дважды не нарушаем, мои дорогие, потому что можем столкнуться в последующем именно из-за непринятых правильных каких-то решений или когда мы себя поставили под удар, а потом можем находиться в состоянии, как, знаете, между молотом и наковальней вы все разбежались, а я остался, называется. Вот такой ситуации быть не должно. Все-таки две карты говорят об этом. Неожиданное событие, это может быть и конкретный человек, конечно, может быть встреча с таким человеком. А эта карта может, с одной стороны, говорить еще и о том, что все-таки это как неожиданное событие. Может быть, вы делаете карьеру и получение какой-то высокой должности вы получаете именно в 2024 году. Скорее всего, с учетом карты правосудия, а это как неожиданность, если вы уже делали карьеру, то 2024 год перед вами откроет новые возможности. Но вообще в целом в этой колоде карт, вы знаете, как это звучит? Убрать мусор из собственной жизни, все то, что не нужно, как будто навести порядок. Это власть разума. Вот в неожиданностях вы можете действительно от чего-то даже отказаться, от прежнего какого-то общения или словно так это профильтровать свое окружение, рассмотреть, может быть, каждого в отдельности, через призму, меняя бинокль на микроскоп, да, и вдали как будто, и вблизи. Как будто хочется знать, что я могу ожидать от этого человека с учетом, опять же, аркана правосудия. Мы же хотим что-то знать наверняка. Есть, конечно, и большие возможности, и, повторюсь, риск должен быть исключен. Но мы идем дальше. Что завершится? У кого-то те ваши, может быть, задумки, цели, намерения, к которым приступили в предыдущий период, вы здесь можете развить до какого-то уже уровня, когда это не новое дело, а уже, так, знаете, как самостоятельная какая-то работающая единица или структура. А от каких-то своих идей вы можете отказаться, потому что они, допустим, не работают или не жизнеспособны. Или вы вот так хладнокровно просчитаете и придете к выводу, что, ну да, тут овчинка выделки не стоит. Вы можете отказаться еще, знаете, или что может завершиться, если мы говорим какой-то проект, который вы, может быть, начинали где-то с нуля практически. И, ну, в конечном итоге тоже у вас что-то получилось, может быть, осуществить, но вы теперь словно выходите из этой игры, как будто игра не ваша, да, вот такой может момент, когда вы измените кардинальным образом вообще видение мира, ракурс, вот какие-то, может быть, обстоятельства вокруг вас сложатся таким образом, что вы поменяете, точнее, измените свою точку зрения. Может быть, по отношению к конкретному делу и его продолжению, а может быть, это будет где-то через людей. Или, может быть, для кого-то это означает буквально иногда по пажу земли проигрываются дети наши, правда? Может быть, в 2024 году, если вы до этого времени ребенка обучали платно, допустим, да, в университетах или ну где-то, и он будет уже заканчивать, и поэтому это все-таки бремя такое основательное платить за учебу.
и у вас это вот как раз закончится. Может быть и так. Завершите обучение собственного чада, и у кого-то так проиграется. Давайте мы посмотрим, что же нового войдет в вашу жизнь. Трансформация, полностью изменение. Не будет как прежде. Видимо, обстоятельства еще так будут складываться для вас. Это опять же старший аркан. И вот говорят, от судьбы не уйдешь. Прошлому как будто не место. И главное, вам самим туда не захочется даже оборачиваться, не то что заглядывать. Видимо, может быть, события некоторые вас уже, ну, где-то довели до той точки кондиции, когда вам какое-то дело может конкретно надоесть просто, да, и вы будете его завершать, потому что у вас уже есть новые перспективы, задумки и новый какой-то интерес. Но тут еще помимо всего прочего по карте трансформация и идут еще какие-то новые условия, новые предложения. По этой карте не будет никогда как прежде, но вас это в позиции уже как что-то новое, вас это будет радовать. Это время перемен. С чем-то мы тут смиримся, что, ну да, что-то не получилось, может быть, осуществить, но мы высвободим за счет этого силы и переключимся на что-то совершенно другое. Определенно какая-то динамика у вас будет. Давайте мы посмотрим, что же будет радовать. А что какая-то вот разрушающая ситуация у вас заканчивается. Это то, когда мы, кстати, можем принять очень важное решение в последний момент. По этому аркану именно здесь нам говорят в этой колоде, мы словно успеваем запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Мы словно успеваем принять важное решение для того, чтобы как-то перенаправить свою жизнь или сделать что-то для себя хорошо. Опять же, старший аркан, любая сфера жизни может проиграться. Но есть еще и такой момент, как опасность. Да? Мы как будто уходим в последний момент от опасности, и нас это будет радовать. Но с учетом, что у вас трансформация и башня все-таки, будьте внимательны. Почему? Два этих аркана иногда могут проиграться как какие-то травмы, увы. Я надеюсь, что этого не будет ни для кого, но озвучить все-таки я считаю это правильным. А для кого-то же из вас, опять же, какая-то ситуация может быть по здоровью. Может быть, это прежний какой-то период, если он был тоже сопряжен с какими-то травмами прежними. Все-таки у нас в позиции именно что нового входит и что меня будет радовать. Когда какой-то срок реабилитации у вас прошел, мои дорогие. Вот может быть и так. Но себя мы бережем. Увы, люди решительные. Вы люди, когда надеетесь сами на себя. Но, наверное, в этот год нельзя педалировать самого себя или саму себя до бесконечности. Надо где-то остановиться, понимаете, отпустить как прошлое, так и какие-то свои стереотипные, может быть, как вот вы действовали. Вот здесь себя риску вот с самого начала нам об этом говорят. Да подвергать категорически нельзя. Мы можем что-то не просчитать до конца, а где-то по инерции бежать вперед, понимаете, и чего-то не подметить. А у нас тут должно быть все как и с законом согласовано, так и с какими-то, может быть, нормами морали в обществе, так и с нашим внутренним состоянием, как и души, ну где-то и тела. То есть вот нет мелочей для вас на этот год. Нужно все подмечать. Давайте мы спросим, что же может помешать. Скорость. Вот я только о ней говорила. Колесница, еще один старший аркан. Вы посмотрите, у вас 4 уже старших аркана. Знаете, это как своего рода экзамен на выдержку, хладнокровие. Вот могут вам высшие силы как будто предоставить. Вопрос, нужен он или не нужен, это уже так риторически, но тем не менее не ускоряться. Посмотрите, что может помешать. И у нас здесь колесница. Колесница – это всегда карта скорости. Это, кстати, где-то вопросы могут быть связаны с вашим авто. К примеру, проходит иногда, когда мы меняем автомобиль наш. Поэтому, мои дорогие, будьте вы внимательны, проверяйте вы свое авто. То есть перед тем, как в него сесть, посмотреть, чтобы все работало, как и тормоза, так и, может быть, поворотники. То есть, ну вот нет мелочей, понимаете, раньше бы сел, поехал, а здесь вот нет. Здесь надо себя страховать.
И повторюсь, все-таки не лететь на полном скаку, на полном ходу, куда-то не торопиться. Такой еще момент. Неосторожным в своих высказываниях. Не торопиться с какими-то суждениями. В позиции, что нам может помешать. То есть как бы помех-то нет, если мы сами куда-то не ускоримся. Совет от карт. Ну вот точно. Очень красноречивая карта прорисовка. Девушка показана, у нее венок из свечей. Идей громадье в голове. И все хочу осуществить. И везде тороплюсь, и везде хочу успеть. И все мне важно. Я должен или должна везде быть. Я должна все типа контролировать. Или я должен все контролировать. Поэтому вот, понимаете, мы куда-то стремимся. Мы хотим успеть в каких-то делах. И мы не подмечаем во время этой скорости, а что у нас происходит в нашей жизни. Мы не видим каких-то мелочей. Мы, может быть, не подмечаем каких-то людей и можем тоже просчитаться. По этой карте как будто нам наоборот говорят, не занимайся какой-то многозадачностью, не будь в этом режиме бесконечной какой-то спешки, потому что ты человек, ты не Бог. И с чем-то неизбежно именно из-за торопливости или из-за какого-то ритма, который вы сами себе именно зададите ускорений, вы можете где-то чего-то не заметить, понимаете? И нам говорят остановка. Вот если как совет, эта карта «Остановись» говорит конкретно. Остановись и осмотрись, не торопись. Задай себе вопросы. Вот так прописано. Время задавать вопросы. А надо ли мне этим заниматься? Так уж необходимо мне теперь куда-то лететь. Или мне стремиться к этому. Или мне добиваться чего-то конкретного. Вот 50 на 50, да? Поэтому если мы где-то замедлимся, вполне вероятно, мы себе потом скажем спасибо. Мы что-то вовремя увидим. И куда-то вовремя как раз не опоздаем. А то будем торопиться на одно какое-то событие, а что-то более важное из-за невнимания возьми, да и ускользнет. Вот подумайте об этом. Дела, работа, бизнес, деньги. Шикарно. Это карта достатка финансового, это карта самореализации наших проектов. По этой карте проходят люди, которые где-то сделали себя сами, создали себя сами, которые уверенно управляют своей судьбой и, в общем-то, довольны как раз финансами. Тут все наши проекты, ну или основные какие-то, они, безусловно, нас радуют, да и деньги как будто тоже будут. Но это все основано на самоконтроле и дисциплине. Вот дисциплина это не значит везде успеть, мои дорогие. Все-таки я снова возвращаюсь, потому что несколько карт нам говорят о той скорости, которая вам где-то может помешать. Дисциплина это какое-то размеренное течение жизни, правда? И поэтому вот, видимо, правильно распланировать даже день буквально для вас будет важно. А вообще по этой карте мы как будто закладываем в 2024 году последний камень в нашем фундаменте стабильности, благополучия и процветания. Вот так. Последний камень. Так и прописано в этой колоде. Хорошо. Личная жизнь, что нам скажет? Ух ты, туз воздуха. Ну, не могу я сказать, что эта карта прям сразу про любовь, хотя изображен нам здесь Пегас и, безусловно, много вдохновения. Ну, туз воздуха или где-то это как туз мечей идет. И я всегда эту карту называю «Выход из лабиринта». И с учетом карты правосудия. У кого-то, правда, если прежняя какая-то история была со знаком минус и непонятная, здесь вы определенно уже какую-то себе траекторию и наметите, и успеете что-то решить. С другой стороны, по этой карте есть такой момент, опять же, именно здесь, в этой колоде, как судьба, рок. И в личной жизни это может, мы на личную жизнь смотрим, это может, с одной стороны, проиграться не только про любовь, а все то, что я до этого говорила. Карта еще раз подтверждает. Потому что это ваша личность еще нам показана, правда? А для кого-то из вас это может быть и судьбоносное знакомство. Когда вы пошли в магазин, извините, за хлебом и случайно познакомились. Вот может как судьба, как карма проиграться. И, кстати, в этой колоде правосудия тоже имеет значение кармы.
Что-то идет по судьбе, что-то уходит по судьбе. Но и вы-то сами, вот, как я сказала, словно экзамен мы жизненный проходим. Умение себя вовремя останавливать, подмечать какие-то детали. Нет мелочей для вас, потому что дважды у вас много возможностей. И даже если на начало года, мои дорогие, у вас какая-то история со знаком минус, вот такая тяжелая, разочаровывающая, то вы можете не просто выровнять какую-то свою траекторию, найти свой фарватер, а еще и впоследствии на обгон уйти. Но опять же, делать это не опрометью какой-то, вот несколько карт говорят, одним словом, не торопитесь, и тогда вы абсолютно везде успеете и будете счастливы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда. Для рожденных в год собаки по китайскому гороскопу Таро прогноз на 2024 год. Давайте узнаем подсказки карт. И у нас колода добра, которую прорисовала Колет Барон Рид, таролог и художник. И изображение этих карт она подает с позиции позитивной психологии, призывая нас всех быть в первую очередь добрее к собственной душе, ну, к самим себе. Это очень важно будет. Итак, давайте узнаем. И первую карту мы достанем, назовем ее «Чем запомнится вам 2024 год?» Неожиданные события. Что завершится для вас? А что нового войдет в вашу жизнь? Давайте достанем, что будет радовать. Достанем карту «А что же может помешать?» И совет от карт. Достанем две карты и в одну объединим дела, работы, бизнес и финансы в целом. Энергия. Личная жизнь. Достанем и такую карту тоже. Итак, чем запомнится этот год? Идеи громадье. Вот посмотрите, эта карта настолько отчетливо понятна сразу на изображении, да. Девушка изображена, и у нее венок из свечей. То есть идей море, и каждая идея интересна. Мы как будто горим. И вот какая-то поспешность, какая-то импульсность будет нам присуща в этот год. Самое главное распределить самого себя или саму себя. Стоит игра свеч. Нужно ли этим заниматься? И по этой карте всегда есть риск, знаете, начать участвовать в том деле, которое нам не принесет ни успеха, ни вдохновения, ни какого-то финансового эквивалента. Будет потрачено время впустую, вот есть такой момент. А всего-то-навсего виной какой-то импульс или тех идей, когда много областей интересного, и за все хочется как будто взяться, себя в чем-то попробовать. С одной стороны, это, конечно, здорово, безусловно, но как-то распределить силы нам это будет важно. Есть порывистость какая-то по этой карте, энергичность, но есть и такой момент своеволия. Давайте неожиданное событие узнаем. Король воды. Для вас это, знаете, много эмоций. Для кого-то это может быть личная жизнь в неожиданностях, знакомство с человеком. Или по этой карте, когда просто захочется упорядочить как-то свою личную жизнь, особенно, наверное, для тех, кто один или одна. И есть возможность не быть в гордом одиночестве, правда? По этой карте может еще и, знаете, нам встретится человек вот неожиданно, ведь это карта романтики, это карта щедрости, кстати, и гармоничного сотрудничества. Поэтому, с учетом того, что Вестник Огня у нас перед этим карта выпала, и мы говорим про идеи, если вы занимаетесь творчеством, найдется тот человек, который будет, может быть, вам спонсором, он заинтересуется вашим творчеством или то, что вы создаете, креативите, вот, да, чем. Это может начаться с партнерских, именно таких более дружеских отношений, а перерасти во что-то большее. С другой стороны, это есть какая-то щедрость и с вашей стороны. Вам, может быть, захочется быть щедрым, да, но поэтому тоже, опять же, в Вестник Огня нужно не растратить свои ресурсы впустую. Есть такой момент. Поэтому хочется быть
щедрым, благородным, хочется какую-то свою идею реализовать в жизни, но вот эта чаша весов. Мои желания и мои возможности нам опять-таки говорят, но возможностей вообще будет достаточно с учетом короля воды. Но, тем не менее, по вестнику огня есть и риск потратить все впустую. Вот, видимо, рационализм какой-то вам придется в виде баланса удерживать. Если будете себе задавать вопросы, а надо ли, ну тогда правильное направление изберете, это факт. Идем дальше, давайте мы узнаем, что завершится. Десятка воды. Вообще, что завершится? Это карта счастья, карта удачи, карта полного баланса по всем сферам жизни, поэтому его надо удерживать. Видимо, то, чем вы занимаетесь, вы можете развить до какой-то максимальной возможности. Это карта итога. И получить уже какой-то итог. Но с учетом двух предыдущих карт, мы только с вами сказали про баланс, что нужно желание и возможности постоянно держать, ну, как-то на коротком поводке, особенно желание, видимо, чтобы, ну, не выйти в какой-то минус. И по десятке воды ведь это, да, это эмоции, это счастье. Но мы сказали про все сферы жизни и где-то моменты благополучия, благосостояния. А в конечном итоге это так можно перевести, какой-то денежный эквивалент, финансовый. Не должно быть растрат вообще, в принципе. Это не должно завершиться, а мы достигаем как будто, ну, знаете, как пика в карьере, например, или в вашей личной жизни вы встречаете человека и абсолютно испытываете, может быть, и блаженство, или счастье, но тогда это все надо удерживать, это не надо завершать. Поэтому импульсность где-то, ну, как инсайт, безусловно, помогает. Но если она переходит в какую-то порывистость, в порывистость суждений, то тогда тут скорее нам может что-то и помешать. Поэтому держите баланс, мои дорогие. Вообще это карта в этой колоде еще карта удачи, карта спокойствия, гармонии, благополучия и мира в душе. Ну, тут правда, по предыдущим картам, особенно вот это, тут не совсем про мир. Тут могут нас, словно, знаете, или противоречия какие-то, когда, опять же, желание что-то сделать, совершить, и много областей, может быть, даже или сфер деятельности в 2024 году вам будет интересно. И вам захочется именно это опробовать на практике, но рационально и про целесообразность, как-то правильно свои силы распределить будет дважды, трижды, наверное, уже важно. Что, давайте мы узнаем, нового войдет в вашу жизнь. Я не могу сказать, что это что-то новое. Ну, тут нам уже сказали, это может быть по личной жизни, как новое знакомство. Но есть и то, с чем мы прощаемся, кстати. По карте повешенного нам как будто карта говорит, что есть в чем-то проигрыш. Есть как подведение итогов, то, что нам не получится осуществить. И если правда игра не стоит свеч или что-то не имеет смысла продолжать, карта призывает нас прими просто какое-то поражение. Поражение не в том, что ты проиграл, а что какое-то дело нет смысла педалировать или тратить туда свои ресурсы, свое время, свою энергию, может быть, и финансы. То есть мы могли думать, что какой-то проект будет развиваться. Но не все проекты жизнеспособны. С этого, собственно, весь наш таро-прогноз начался. И поэтому быть реалистом, чтобы где-то на волне эмоций нам было проще что-то отпускать, что не имеет уже смысла. С душевным спокойствием, может быть, отпускать то или какие-то обстоятельства в вашей жизни, которые мы не в силах изменить, и такое тоже может быть. И карта нам, знаете, говорит о чем? Мы спрашиваем, что нового войдет в жизнь. А карта ведь в целом нас призывает не торопиться, а больше быть в позиции наблюдателя. Это когда мы
Просто ждем, допустим, как в нашу сначала сторону проявится, допустим, конкретный человек, как он далеко готов, допустим, пройти в наших отношениях, или как по работе мы тоже приступили, допустим, к работе, насколько адекватно или мы находим отклик, или вот этот самый взаимообмен, что такое работа, мы свою энергию тратим, а мы должны получить какой-то финансовый эквивалент. Вот насколько игра стоит свеч, вот правда, об этом нам говорит карта. И если мы никуда не торопимся, мы замечаем какие-то мелочи и делаем правильные выводы. Что будет радовать? Семерка земли. Нам снова карта говорит, нас будет радовать как раз те, наверное, решения, которые мы будем принимать в спокойном состоянии духа, не ожидая какого-то молниеносного эффекта. Нас будут радовать те дела, которые рассчитаны на долгий срок, а не на короткий период или на какой-то вау, такой, знаете, пафосный эффект, но потом как пшик, ничего нет. Пойди, поищи, куда делся это тот успех. Здесь будет радовать любое дело, которое будет иметь длительное продолжение. То, что будет рассчитано как, знаете, какая-то, как и стратегия, и одновременно тактика, на, может быть, на десятилетия, даже и так. Здесь придется и будет радовать какая-то, как новая концепция и новый взгляд на мир, на вещи, на взаимоотношения. Что нам может помешать? Давайте посмотрим. Искушение. Мои дорогие, вот, да, нам изображено как будто и яблоко надкусанное, да, и уже я как будто не хочу, устала. И вроде бы сундук с монетами, прекрасная карта, прекрасный аркан. И какое-то искушение, правда, нечего добавить. И, знаете, это по этой карте может пройти как какая-то чрезмерная привязанность, как к какой-то идее. Или когда запал настолько сильный, что ну прямо до жути я хочу это осуществить. Или, знаете, привязанность где-то по этой карте, ведь это карта дьявола, по сути это дело, к материальному миру. Или вопросы страсти, любви вот у кого-то проиграется. А может быть, это страсть, это очень сильный мотивирующий момент, но это проходящее, понимаете? Здесь самое главное не гореть чем-то через меру, не делать ничего чересчур, не быть привязанным чрезмерно к материальному миру, потому что тоже, как известно, 15-й аркан – великий шутник. Если он чувствует, что мы попались в его сеть и ловушку, он начинает с нами свою игру, в которой победителем будет однозначно он, а не мы. Поэтому останавливать себя, опять же, вот как по семерке земли, и отдавать предпочтение, как и людям, связям, работе, делу, каким-то инсайтам, которые имеют в реальной жизни как и продолжение, так и какую-то прочную основу, которая не растворится как дым через некоторое время, а то, на что мы можем впоследствии опереться. В карте искушения это правда какая-то ошибка мы можем допустить. И если мы на полном ходу куда-то рвемся, или если мы что-то не просчитали, или какая-то связь, может быть, с конкретным человеком, тоже для нас опасна. Ну вот, будьте внимательны. Давайте мы посмотрим совет от карт. Восьмерка огня. Трансформация тоже нам говорят об этом. И скорость, опять же. А тут больше, конечно, с одной стороны, воспользоваться, может быть, какое-то предложение для вас поступит. И есть смысл не отложить на потом, а примерить словно на себя. Потому что по этой карте как возможность получить, например, новую должность или возможность какой-то стажировки для вас полезной или профессионального роста, обучения где-то, обучения вашего новым наукам, новым каким-то навыкам. По этой карте мы как будто применим эти знания, и в последующем это как-то в целом на наше благосостояние тоже будет откликаться. Но и по этой карте мы как будто наращиваем темп, но не ускоряемся. Если мы сами где-то ментально не
вовремя не остановимся или не откажемся от чего-то, или продолжим в каком-то заданном темпе, и что-то очень важное от нас ускользнет. Нас как будто пространство, Вселенная, рок остановит, понимаете? Серьезные арканы у вас выпадают. Нет места для риска. Но в последующем из этого состояния придется как-то выкарабкиваться. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны. И это касается как личной жизни, так и, к примеру, не играйте в азартные игры. Вы проиграете, это точно. Не пытайтесь по искушению кого-то обмануть. Ну, я не имею в виду плохого чего-то. Мы все где-то хитрим, правда? Но вот здесь как будто не прокатит. Понимаете как? Здесь себя надо беречь в течение всего года. Но у кого-то из вас, может быть, еще и с учетом карты повешенного, даже если вы видите, допустим, вы взялись за какой-то проект или за какую-то работу, и вы видите, вот дело принимает какой-то мутный оборот. Вовремя остановиться, может быть, уйти даже по-английски, выйти из какой-то двусмысленной ситуации будет намного полезней, чем продолжать ее и надеяться на авось. Давайте мы узнаем дела, работа, бизнес. Ну вот все то, что я только что говорила. По карте правосудия идет карма и закон причинно-следственных связей, да, что посеешь, то и пожнешь. Поэтому можно трактовать так. Как вы или прежде что-то сделали хорошо, такой эквивалент вы и получите. Если не очень, ну, значит, тогда на большой успех не рассчитывать. Тут наоборот, нам говорят правосудие, тут надо быть аккуратным. По этой карте не нарушать закон от начала до конца. И понятно про азартные игры. Еще раз повторяюсь, в общем-то, все то, что я только что говорила, для вас это будет актуально. Но, мои дорогие, есть и другой же момент. Мы все разные. По карте правосудия, если мы говорим причинно-следственные связи. Нет смысла продолжать, допустим, то, где вас не ценят, например. Да? Мы говорим о работе, к примеру. Почему вот нам карта по повешенному говорит, ты сначала что-то начал, а потом посмотри, пронаблюдай, как либо человек в твою сторону, как его взаимодействие, что он готов предпринять. Или, если мы говорим про организацию, компанию, пообещали, вы устроились на работу, вам пообещали определенный оклад. Посмотрите, насколько руководство свои обещания сдерживает, или насколько вам комфортно в этом коллективе, или насколько вообще проигрывается тот момент, когда вы пришли по причине того, что вы как-то хотели реализоваться, а насколько это в реальности существует. И тогда в зависимости от этого ваши действия. Как будто нет тоже смысла продолжать, если в вашу сторону аукнулось не так, как обещалось, то и откликаться нужно соответствующе. Вовремя, я бы сказала, делать выводы, дела, работа, бизнес. И самое главное, повторюсь, уважать систему иерархии, не допускать каких-то столкновений с законом. Но если какая-то прежняя история у вас, может быть, была, ну, знаете, вот так вот, хотя нам тут дела, работа, бизнес и деньги, ведь тут могла быть история такая, когда, может быть, через личную жизнь, какие-то дела в суде, как с имуществом, да, финансы, там вопросы вот такие. Значит, где-то вы можете разобраться уже, если вот какая-то прежняя история тянулась какой-то срок. Иногда бывает это очень длительно. С учетом восьмерки огня вот что-то может и завершиться. Хотя, повторюсь, эмоциональный баланс для того, чтобы правильные какие-то решения принимать по любому вопросу, для вас будет это делать необходимо. Наверное, не очаровываться чем-то или как и обещаниями, так и в надежде, что как-то я вывернусь или выкручусь из какой-то создавшейся ситуации. Здесь нужно видеть конкретно и не подвергать себя, опять же, риску. Давайте мы посмотрим, что же в личной жизни.
Главное, чтобы не было иллюзий. Вот у кого-то нам сказали, да, что как раз может проиграться как романтика и щедрость. Кто-то из вас, мои дорогие, тоже может словно потратиться на человека, а в последующем остаться у разбитого корыта или прийти к тому, что я из-за страсти, из-за того, что горел, может быть, отношениями, или горела, любила, а теперь где все, пойди поищи. Для людей семейных или тех, кто в паре, эта карта настойчивости может как раз и говорить о том, с учетом короля воды, что вы вместе, если у вас в паре стоит, царит взаимопонимание, как раз способны преодолеть все препятствия. Для вас, когда даже какие-то трудности или внезапные повороты событий или какие-то изменения в течение года, это большой период. Даже что бы ни происходило, вы будете словно верны друг другу и поддерживать вот эти отношения, дорожить ими скорее будете. Тем более с учетом семерки Земли, когда так или иначе, как будто вы придете к выводу, что доверять можно только лишь тем и тому, что надежно и на длительный период времени. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда. Родившиеся в год Кабана по китайскому гороскопу Таро прогноз на 2024 год. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И у нас сегодня колода добра, которую прорисовала великолепная таролог и художник Колет Барон Рид. И она подает изображение с позиции позитивной психологии и всех нас призывает быть добрее к собственной душе, к самим себе, быть, может быть, милосердней. Вот давайте узнаем, что же нам подскажут карты на год. И, наверное, в год дракона основная задача для вас – вы ведь люди сильные, и вот именно вашу силу дракон, безусловно, поддержит. Он уважает отвагу, мужество, но, наверное, не поддаться на какой-то импульс, как на какой-то лесть. Или выдерживать придется темп, то есть как будто в этом году мало просто какого-то реванша, на это сил хватит. Но продолжать в заданном ритме для вас будет тоже немаловажно. Оценивать правильно ситуацию, может быть, правильно оценивать людей, чтобы, ну, где-то свой собственный успех не растерять, не разменять или не подарить его кому-либо. И первая карта, которую мы достанем, чем вам запомнится 2024 год? Неожиданные события. Что завершится в 2024 году? Что нового войдет в вашу жизнь? Что будет радовать? Такую карту достанем. А что может помешать? Достанем карту «Совет». И достанем еще две карты, объединим в одну карту дела, работа, бизнес и деньги. Посмотрим в целом энергии и что в личной жизни, по мнению карт. Итак, чем же запомнится вам год? Верховная жрица. Знаете, фокус на себя. Это та, которая все знает. И вы все знаете, правда. Значит, с одной стороны, по этой карте нет никакой спешки. И самое главное, наверное, слушать свою интуицию. И, знаете, в себе не сомневаться, не думать, самое главное, наверное, что кто-то меня красивее, умнее, способнее. Или у меня не получится, а вот он, допустим, или она более талантливый. Здесь самое главное, свою самооценку, она словно не должна страдать. Видимо, по Верховной Жрице это вообще та, для которой нет никаких загадок. Та, которая с помощью интуиции и где-то опыта, но это в качестве мудрости, может разгадать любую тайну, принять правильное решение. К вам могут обращаться за советом в течение года, чтобы решить ту или иную ситуацию. Но сказать, что мы как-то импульсно реагируем или кому-то чересчур помогаем, понимаете, а вы можете, на самом деле, у вас есть такое, вы люди добрые еще вдобавок, и поэтому где-то, если пустить лесть какую-то, да, или уговорить, вас можно уговорить, но еще эта карта, пусть не в этой колоде, но вообще в целом, это карта независимости, поэтому чем запомнится год? Наверное, уделить внимание собственной независимости, это может касаться как
и финансов, это ваша профессиональная деятельность, и даже в личной жизни, но как будто нужно сохранять какие-то свои принципы. Не рисковать добрым собственным именем ради хорошего отношения к вам. Неожиданное событие. Девятка огня. Продолжает где-то по этой карте тему, начатую Верховной Жрицей, и про независимость в первую очередь. По этой карте мы как будто занимаемся в основном собой. Подразумевается взаимодействие с миром, но только как будто мы откликаемся в двух вариантах. Первое, если нам что-то угрожает, как будто мы должны все подметить, и нас ничто не должно застать врасплох. И второе, когда есть какое-то конкретное дело, какая-то прагматика, рационализм, когда есть смысл что-то продолжать, когда для меня есть перспектива, как будто все. Значит, в течение этого года где-то будут на вас, может быть, давить, чтобы вы с кем-то или с чем-то согласились, или приняли чью-то точку зрения. Будьте мудры, будьте прозорливы, не забывайте о себе, ну и не задвигайте себя в уголок. Мы можем поддаться по девятке огня на какие-то, знаете, воплощения словно чужих идей. Или мы можем куда-то поторопиться, нам могут тоже преподать как какой-то вариант, например, сотрудничества, как вау. И мы согласимся, потому что мы именно испытываем словно азарт. Вот тут с азартом нужно быть в год дракона очень аккуратным. И нам говорят, остановись. Осмотрись. Вот тогда, наверное, любые неожиданности вы увидите. Нельзя действовать в спешке и нельзя действовать на импульсе. И если мы вот эти два момента исключаем, тогда мы, скорее всего, увидим какие-то подвохи, может быть, чью-то нечестность со стороны окружающих. Вам придется где-то фильтровать свое окружение, рассматривать каждого человека, если прежде вы, допустим, ну вот есть у вас какое-то сложилось к нему отношение, может быть, где-то отчасти и стереотип, а вот здесь нужно действительно остановиться и как будто время задавать вопросы. Вот есть такое значение в карте. Значит, не на все согласиться. Что-то будет для вас выгодно, что-то, может быть, будет необходимо предпринять, сделать, то, что будет касаться вашего благополучия, или то, что будет касаться вашего здоровья, то, что будет и являться каким-то прогрессом, повторяюсь, на будущее. Но если это чья-то чужая идея, а вы приложите много усилий, а в результате о вас забудут, вот где-то, если мы говорим про вопросы, вот в подсознании определенно по этой карте стоит держать. Хорошо, чем данное дело закончится для меня? Или какие бонусы я получу? А не подвергну ли я себя риску? А не получится ли так, что я впоследствии, если сейчас соглашаюсь на что-то, потом останусь в одиночестве и буду какую-то ситуацию расхлебывать тоже? Только один на один. Поэтому просто будьте осторожны и внимательны. Повторюсь, ничто не должно застать врасплох. Что завершится? Ну вот, одна и та же тема. Все, с чего я начала, идет продолжение. Посмотрите, карта искушения. Это 15-й аркан. И здесь она, конечно, шикарно прорисована, как деньги, да, по дьяволу, это как раз старший аркан. И у вас, посмотрите, два старших аркана. С одной стороны мудрость, интуиция, а с другой стороны импульс, само по себе, искушение, желание чего-то добиться. У кого-то это как добиться, может быть, денег любой ценой, любви, страсти любой ценой. И 15-й аркан нам помогает в каком плане? Как будто он говорит, что у тебя хватит физических сил на то, чтобы выдержать, к примеру, длительное напряжение или справиться с какой-то сложной задачей, но не делать ничего чересчур. Если мы в позиции спросили, что завершится, а вот, наверное, на смену энергиям по 15-му аркану, вот той самой импульсности, о которой я говорила, приходит мудрость. Вам не захочется самим, поэтому слушайте себя. Что вам подсказывает ваше шестое чувство? Что подсказывает ваш ангел-хранитель? Не ускоряйтесь. Для вас будет важно лучше где-то замедлиться, нежели куда-то поторопиться, мои дорогие. Как будто надо дать себе время обдумать или задать вопросы, найти нужную информацию. Я не имею в виду вопросы конкретному лицу вы будете задавать, но это как альтернативный вариант развития событий. Его определенно стоит держать
ну, как будто в фокусе внимания. Когда мы словно ожидаем, вот как по девятке огня, подвоха, мы понимаем, что в любой момент ситуация может поменяться. Или человек, который нам что-то пообещал, какое-то содействие, например, или поддержку, или сотрудничество, и все поначалу складывалось хорошо, ну как он, не может же меня обмануть, а вот здесь как будто может. Поэтому, видимо, анализировать будете, может быть, и прежний какой-то опыт, и на крючок попадаться точно не захочется. Поэтому вот какое-то искушение само по себе как будто завершается. Что нового войдет в вашу жизнь? А вот здесь карта баланса, двойка земли, карта выбора. Нам придется, ну вот все то, что я говорила, словно взвешивать на весах. На одну чашу весов мы положим то, что мы хотим осуществить, и на вторую какую-то реальность. Карта предусматривает правильное, прагматичное взаимодействие с окружающими, правильное сотрудничество, не в угоду кому-то, а в ущерб себе, а как раз когда мы сумеем выстроить, как и партнерские отношения, ну где-то здесь у нас Земля или Пентакли, больше говорят о профессиональной деятельности или способах заработка, но значит, с одной стороны, мы сумеем договориться. Для кого-то это будет вообще новый вид деятельности, новая работа. Может быть, кому-то из вас придется на двух работах работать. Такое тоже может быть. Что нового войдет в жизнь? Здесь вы будете склонны где-то словно держать свою теорию или свое видение какого-то процесса, но при этом, при всем взаимодействовать с окружающими и немножко не в тех энергиях. И если прежде вы каким-то бы, может быть, реваншем, штурмом отчасти, да, брали высоту или, будем говорить, решали бы какие-то вопросы, теперь захочется больше через энергии контактов, через дипломатию, через какие-то формы договоренностей и такого гибкого взаимодействия, когда мы подстраиваемся под какую-то обстановку, нежели себя как, ну, наверное, в виде тарана и пошел вперед. Вам все же ни одна карта говорит именно о том, что про импульсность или про какой-то реванш, как будто ему будет не место в 2024 году. И как раз Верховная Жрица, которая нам сказала, рассмотри сначала мудро любую ситуацию, а потом действуй. И по двойке Земли здесь у нас больше, если работа где-то в команде, то это работа в радость. Баланс между где-то работой и отдыхом вы будете тоже держать. Больше уделять захочется внимание себе, своим собственным амбициям в хорошем смысле, своему честолюбию, что же для меня важно, не для кого-то. Вы можете проанализировать с учетом 15-го аркана, и это завершается. Что я сделал, допустим, для самого себя хорошо, а что получилось так, что я тоже делал, но это оказалось для чужого кармана или для чужих каких-то карьерных достижений или для какой-то, ну, может быть, как улучшение благополучия. Вы могли участвовать в предыдущий период в жизни словно чужих людей, других каких-то людей. У вас ушло много ресурсов, может быть, сил, и вот теперь вам захочется с этим, ну, как-то не просто разобраться, а словно себя перестроить в другом каком-то, в другой ракурс, в другом амплуа, поменять какой-то шаблон, стереотип. И чтобы люди теперь к вам относились совершенно по-иному, чтобы сотрудничество было именно взаимовыгодным. Приходит какое-то ясное понимание, как же вам действовать. Давайте мы узнаем, а что будет радовать. У нас красивая очень карта, пятерка воздуха. Посмотрите, балерина танцует на канате. И по пятерке воздуха это баланс, опять же. Мы держим, как та балерина, стоя на пантах, да еще и танцуя танец. При любой погоде, при любых обстоятельствах. О чем нам говорит карта? Уходить от конфликта. Вот это как будто вы по-другому, мы уже с вами сказали,
придется пересмотреть, вам как будто захочется, или люди вынудят, или обстановка, обстоятельства, пересмотреть свое окружение. Или, может быть, окружение останется прежним, но ваше отношение к некоторым людям определенно поменяется. И вы будете готовы вот так вот балансировать. У вас будет, может быть, прежде вы так не действовали. Прежде вы бы согласились и полный вперед. А теперь вы будете постоянно где-то в течение этого года задавать себе самому или самой вопрос, а что я от этого получу? Опять же, про взаимовыгодное сотрудничество. И в зависимости от этого будут ваши предпринятые действия. Уметь держать осанку на поворотах судьбы у вас определенно получается, и это вас будет радовать. Давайте мы узнаем, что же может помешать. Ну вот может помешать, если мы где-то идем против закона, если мы используем какие-то методы, ну такие скользко-мутно непонятные. Если мы окажемся, вот как я говорила, нас словно уговорил кто-то, да, мы себя подвергаем риску, или мы на первом плане, а кто-то словно в тени, за кулисами, а он главный кукловод. И мы, получаемся, как принимаем первый удар, берем на себя. Почему будет важно взаимоотношения с людьми продумывать до деталей, до мелочей? С одной стороны, мы уважаем систему иерархии, какую-то структуру, порядок. И в 2024 году как раз что-то может меняться. Мы не идем против какой-то системы. Понимаете, если мы это будем делать, мы сразу, грубо говоря, гребем много проблем. Потому что выпадает у вас, что может помешать, и карта правосудия. По этой карте идут люди в погонах, или идут люди, которые непосредственно имеют отношение к юстиции. Есть еще такое значение, ведь это карта кармы, и здесь причинно-следственные связи. То есть это если мы прежде что-то сделали хорошо, то мы теперь такой результат и получаем. Как аукнулось, так и откликнулось, говорят. Действительно, задавать вопросы будет самое время. И не подвергать себя риску. Давайте совет от карт откроем. Сохраняй все то, что ты имеешь. Посмотрите, первое, вообще-то одна из прекраснейших карт десятка воды, это карта, когда мы получаем все то, что мы уже, чего мы достойны, да, или то, что мы заработали. Это благополучие во всех сферах жизни, и опять же есть баланс. Значит, то, что вы на сегодняшний день имеете, это как будто следует консолидировать и сохранять. По этой карте нам будет многое удаваться. У кого-то могут быть новые возможности, если вы один или одна, построить свою личную жизнь. Для людей семейных обрести, как будто, знаете, второе дыхание в ваших партнерских отношениях и личной жизни. И это тоже какими-то новыми красками для вас реальность заиграет. Безусловно, у кого-то могут быть вопросы, связанные с переездом или с жильем, когда вы улучшаете, делаете жилье комфортным, когда в принципе в вашей паре царит взаимопонимание. Ну а для тех, кто один или одна, повторяюсь, как раз построить вот такое вот счастье. Это спокойствие карта. Карта мира, благоденствия, удачи и в целом благополучия. И это карта совет. Вот как будто мне должно быть хорошо, или я должна быть счастлива, и точка, поставить себе такую цель и к этому идти. И, повторюсь все же, и не рисковать собой. И тогда для нас нет ничего невозможного, как будто вот это самое десятка воды, вот это счастье, удовольствие, радость, оно будет вас сопровождать и в дальнейший период. Не обязательно это будет 2024 год. Дела, работа, бизнес и деньги. Посмотрите, как шикарно. Карта императрицы. Тут можно всего, чего вы захотите достичь. Для кого-то из вас, девушки мои дорогие, это может быть и беременность в этот год. Почему нет? По этой карте вы можете реализовать любую свою идею. Императрица плодовита, имеется в виду та вот идея, которая зародилась в ментальности. В последующем мы ее реализуем в нашей жизни земной. И эта карта сразу нам говорит, это статус вы можете поменять. Для кого-то статус, когда вы сделаете карьеру. Через карьеру как будто к вам статус приходит, и можно добиться и популярности, можно добиться и повышения в должности, по службе, всего, чего вы захотите. Но
только не рисковать опять же собой и быть внимательным к людям. Императрица, она вообще себя риску не подвергает. И это карта власти, но власти где-то доброй и безусловных возможностей. Для вас выпадает как десятка воды, мы сказали, благополучие, благоденствие, изобилие и процветание. И дела, работа, бизнес у вас выпадает карта императрица. Это обновление самого себя. И вот, может быть, по пятерке воздуха, как я сказала, вас будут радовать те энергии, когда вы, ну, откровенно говоря, больше будете любую ситуацию оценивать как с позиции великого серого кардинала, мои дорогие. Вот именно такие энергии. Потому что многое на сохранение, а просчитаться как будто мы не можем. А сохранить как не только самого себя или саму себя, а вот это достигнутое что-либо, или сохранить, может быть, ваши отношения, и сохранить изобилие, процветание, и чтобы это перешло в какие-то возможности новые, это для вас будет важно. Что же в личной жизни, давайте посмотрим. Терпение. Вот, видимо, все вместе взятое. Вообще интересный расклад, мои дорогие. Посмотрите, у вас много старших арканов. Вам словно Вселенная будет помогать для собственной самореализации же сделать что-то очень важное. Да и в личной жизни именно быть счастливым или счастливой. Терпение, конечно, от нас потребуется, но я могу сказать, для тех из вас, кто хочет, и сейчас, допустим, вы один или одна, так вот 2024 год подарит точно встречу с человеком, который вам будет близок как и душой, и вы с ним будете словно на одной волне, вы будете понимать друг друга. Все зависит от вашего желания, безусловно. Для тех, кто в паре, здесь как будто расцветут ваши отношения, предвещает спокойный период жизни, какие-то новые возможности или какие-то ваши, знаете, как мечты начали сбываться. И поэтому Вселенная вам будет во всем этом помогать. Главное, самому себе не помешать, я бы сказала. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда. Для рожденных год крысы или мыши по китайскому гороскопу Таро-прогноз на 2024 год. Давайте узнаем подсказки карт. И у нас сегодня колода Таро, которая называется Таро добра. И прорисовала ее великолепная художница и опытный мудрый таролог Колет Барон Рид. Она подает изображение с позиции позитивной психологии и нас всех призывает быть добрее, милосерднее к самим себе. Для вас, мои дорогие, как раз год дракона должен быть очень удачно успешным годом. И где-то я могу сказать, что он может быть турбулентным, потому что год дракона спокойный в принципе не может быть, поскольку дракон – это знак небесного могущества, влияния. И по китайской мифологии это где-то как императору соответствует. Поэтому какая-то структура, порядок может меняться. Но для вас как раз и это более спокойная энергия, есть, нежели для других тотемных знаков. Но давайте мы с вами узнаем. Первая карта, мы ее достанем. Чем запомнится вам этот год? Вторая – неожиданные события. Что завершится в 2024 году? А что нового придет в вашу жизнь? Что будет радовать? Давайте такую карту достанем. Вот хочу вот здесь. Так. Что может помешать? Достанем карту «Совет». И объединим дела, работа, бизнес и деньги в одну карту. Как вообще энергии, как видит Таро добра для вас этот год. И еще одна карта «Личная жизнь». Давайте будем смотреть. Итак, чем запомнится вам этот год? Ух ты, колесо фортуны. Очень красивая карта в этой колоде, посмотрите. И здесь как раз больше позитива. Какие-то приятные неожиданности, не случайные случайности или счастливые совпадения. Словно сама Вселенная берет руководство над вами. Все-таки старший аркан, он всегда нам говорит о том, что на нас будут влиять обстоятельства извне. Тут не совсем от нашего только видения где-то зависит все, а еще и будут те моменты, когда
Безусловно, что-то хорошее словно придет на наш порог, и важно чего-то не упустить. Хотя по этой карте сохраняется все равно значение, когда мы должны надеяться сами на себя. Но здесь море возможностей может быть. Для вас, как и финансовых, как и самовыражения в плане собственных амбиций. По этой карте есть вариант, если вы один или одна, встретить свою вторую половинку или что-то для себя решить важное в любом случае для того, чтобы быть счастливым. Прекрасная карта как раз больше говорит о том, что, наверное, сама судьба более к вам благосклонна, или ангел-хранитель будет вас как-то подталкивать, может быть, к нужным решениям. Вы можете оказаться, знаете, когда мы говорим оказаться в нужном месте и в нужное время. Вот такие, может быть, совпадения тоже будут. И именно больше с позиции плюса, мои дорогие. Неожиданные события давайте посмотрим. Еще один старший аркан. Но здесь может быть и словно подведение итога. Это карта кармы, кстати, и карта судьбы, и причинно-следственных связей. Нам говорит она, если как вот ты поступил прежде, как будто теперь мы то же самое получаем. Как аукнулось, так и откликнулось. С другой стороны, если мы как будто тоже к себе должны быть справедливы и добрее, если мы что-то прежде делали, и нам было обещано более чего-то, а впоследствии вот эти договоры не были выполнены, то самое время делать какие-то выводы. Не должно быть как работы впустую или отношения, когда словно игра в одни ворота. Время, видимо, проводить какой-то эмоциональный баланс в целом, быть честным с самим собою, но и видеть то, что есть по факту. Выгодно где-то, невыгодно. С другой стороны, все-таки у нас карта правосудия, и мы в позиции каковы неожиданные события. Подразумевается, что когда мы, допустим, сталкиваемся с законом, увы, такое может быть, мы должны действовать под правилам. В течение всего 2024 года не нарушать даже в минимуме. Обычно я говорю про закон, когда выпадает карта правосудия, что мы вот эти самые правила какие-то, правила как в обществе, не должны нарушить даже в мелочах. К примеру, когда переходим улицу, нужно быть внимательному. И не важно, что мы прежде переходили в другом месте. И всегда все это как будто, прокатывало где-то. Вот в этом году какая-то мелочь может послужить каким-то дальнейшим продолжением. Поэтому сами себя где-то должны страховать. Опять же, если мы делаем все по правилам, по закону, как будто и нас этот закон бережет, и высшие силы, я бы сказала, тоже. И если какой-то вопрос для нас не совсем понятен, или, знаете, да, наверное, в любой сфере жизни вы сталкиваетесь, может быть, с какими-то как препятствиями, когда не получается какое-то дело решить, или вам наоборот что-то предлагают, значит, нужно все просчитать. И если вы сами, к примеру, не специалист в области юриспруденции, тогда есть смысл обратиться именно к специалисту и узнать, как в отношении вас будет работать этот самый закон. Мы себя должны страховать. Вот для вас, мои дорогие, это будет очень важно. Именно если делаем все так, как положено, по закону и по правилам, и себя страхуем, то тогда как будто неожиданностей-то и не будет. Хотя у кого-то может проиграться так, что если, предположим, какая-то история, которая тянется из прошлого, длительное время, может быть, связанное с судами, то здесь как раз что-то как по колесу фортуны у вас уже окончательно разрешится. Давайте мы узнаем, что же завершится. Король воды. У кого-то и личная история может завершиться. Вы можете прийти к выводу, что если прежние отношения уже не сложились, они, может быть, де-факто уже не существуют, утрачено взаимопонимание. Кто-то может из вас прийти к выводу, что это нужно оформить де-юре. И как раз где-то в 2024 году вы это совершите. По королю воды это вообще щедрость проходит, романтика проходит. Но у вас это выпадает в позиции, что как будто проигрывается или что завершается. Поэтому я так думаю,
вы будете более прагматичны. Хотя ваш знак достаточно и сам по себе прагматичен и, ну, такой более вы умеете видеть по факту. Не в радужных каких-то мечтах, не в каких-то иллюзиях, а так или иначе все равно переводить в реальность. Ну, может быть, это касается действительно отношений. И завершаются те отношения, когда вы понимаете, что это было не гармоничное сотрудничество, а действительно вот та самая игра в одни ворота. И тут, скорее всего, это завершится. У кого-то подобное может быть и по работе, когда вы придете к выводу, что как раз вот этот самый баланс по правосудию или какой-то договор не был соблюден, и теперь перебирая даже варианты работы, я прихожу к одной мысли, что я буду работать на себя. Вы знаете, вот какую-то помощь вы можете еще завершить. Или если вы участвовали в жизни людей каких-то, вы тоже можете пересмотреть, как и свою как бы статью с доходов, да, и прийти к выводу, что если я сейчас экономлю, считай, 2 раза заработал. И кому-то можете отказать в помощи. Вот здесь и такое может тоже быть. Но для вас-то это больше возможностей будет. Что нового войдет в вашу жизнь? 5 воздуха. Нам придется держать баланс. Посмотрите, прекрасная балерина танцует на пуантах на канате. Видимо, будут такие ситуации, когда придется держать как эмоциональный фон и равновесие, так и с чем-то не просчитаться. Может быть, и обстановка будет такова, что вы, ну, либо это будет невыгодно, ну, вот напрямую, либо это создаст какую-то турбулентность ненужную. По этой карте мы ведь ни с кем не спорим. Здесь мы больше нейтралитет какой-то держим. И вас это как будто будет радовать. То есть это то новое, что войдет в вашу жизнь. Лучше нейтралитет, чем какое-то участие, а в результате я получаю то, что мне приходится в одиночку либо какие-то вопросы решать, у кого-то может быть законом, или может быть вопросы как мера ответственности, да, по работе, и меня это не устраивает. Не захочется вам риска, мои дорогие. И это будет умелое, вот так как этот танец на пуантах на канате. Где-то больше с позиции серого кардинала вам придется действовать. И вас это, кстати, вы останетесь довольны. Возможности по колесу фортуны определенно будут. Давайте мы узнаем, что будет радовать. По этой карте, посмотрите, девушка прекрасная, ангел, парит на вершине скалы. И много птиц. Птицы – это мысли, информация. И значение таково, мне не страшно. Уходит страх. Вот мы говорим, да, что будет радовать. Я как будто прежде, может быть, боялся или боялась. Или, например, это не буквально какой-то страх или какая-то опаска, а когда я, допустим, боялся обидеть человека, боялся настаивать на своей точке зрения. А меня за это время 150 раз уже все и обидели, и где-то так в угол задвинули. Вот пересмотр, посмотрите, 5 воздуха и 9 воздуха. Когда у нас уходит, мы меняем отношение к самим себе, к собственным планам. Мы себя просто ставим на первое место. И, видимо, как только вы это сделаете, в вас колесо фортуны разворачиваются в вашу сторону в виде каких-то новых возможностей. Вы себя словно в какую-то, знаете, как сломаете для себя собственный шаблон. Именно по отношению к тому, что вы о себе думали или какие планы строили. Может быть, еще и обстоятельства вашей жизни будут помогать именно для того, чтобы с чем-то определиться. Здесь по 9 воздуха, если мы говорим, что будет радовать, это если прежде вы были еще к себе, допустим, чрезмерно строги или очень требовательны, педантичны, от себя, ну, с каким-то ненужным перфекционизмом требовали, что у меня должно быть все тютелька в тютельку, или работа моя должна быть сделана без каких-то там ошибок, или если я кому-то что-то пообещала, я в доску расшибусь, но я вот это должен сделать.
А здесь вы сами себе зададите вопрос. А интересно, если вот я себе такие установки даю, а чего же все остальные таких установок себе не дают? И поэтому больше, ну, милосердия к самому себе, больше добра к собственной душе. У вас пропадет вот это чувство, как тревоги. Вот это тоже как будто завершится, и поэтому для вас будет означать какую-то радость. Это баланс в собственной душе. Что может помешать? Карта нам говорит: остановись, не спеши. Вы будете стоять, видимо, перед выбором неизбежно. Нам уже про это сказали. И вы для того, чтобы сделать вот этот самый выбор, двойка воздуха – это двойка мечей. И всегда, когда выпадает эта карта, мы словно из этой двойки должны сделать единицу или туз мечей, или туз воздуха, считайте так, как бы. Так вот, нам говорят, что для этого нужно, для того, чтобы найти, точнее, выход из лабиринта, мы должны осмотреться и обязательно для этого не спешить куда-то. И тогда полная картина для нас как будто прояснится сама. Для вас, видимо, в течение 2024 года более важным будет не сделать что-то наспех. Или даже если предложения какие-то будут, или возможности, у вас же колесо фортуны, значит, все равно будет время что-то додумать, собрать необходимую информацию, с чем-то не просчитаться. Если нужна необходима консультация, допустим, юриста или какого-то узкого специалиста в любой абсолютно области, то вы сможете это уточнить и действовать уже тогда наверняка. И помогают как раз в этом вот такие энергии, как мы сказали, сделай лучше перерыв, нежели куда-то ты поторопишься. Совет от карт. Четверка земли. Прекрасно. Тут вообще полная стабильность, контроль над ситуацией. Как будто вот это для вас, как совет, будет в течение всего 2024 года важно. Но вообще четверка – это надежность всегда. Поэтому вы будете, видимо, как фундамент собственной жизни, как и где-то вопросы недвижимости, вопросы с деньгами будут очень удачно решаться. По этой карте идет надежность. И вот эти качества, как надежность, искренность, для вас будут важны во всех сферах жизни. Будь то взаимоотношения с людьми, будь то в отношении по бизнесу между партнерами, будь то это какая-то тоже вопросы личной жизни. Если прежде были тысячи каких-то неопределенностей, то даже здесь при любой ситуации извне вы как раз отстраиваете прочный фундамент своего собственного, как и успеха, как будущего, так и сегодняшнего дня. Дела, работа, бизнес и финансы давайте посмотрим. И нам снова говорят, не поддавайся где-то импульсу, но вместе с тем наращивай темп. Видимо, что-то вот как по четверке земли нам сказали и финансы, и во всех сферах жизни, какая-то надежность, вот ее, видимо, нужно консолидировать. А после этого как будто приходит следующая стадия, когда мы постепенно можем ускориться. Это больше, видимо, касается дел, работы. Иными словами, если мы обзаведемся надежными людьми или те, кто поддерживает наши какие-то начинания, допустим, да, если это касается руководителя на работе, значит, нужно заручиться его поддержкой. Здесь будет для вас важно, то тогда вполне вероятно вы сможете как и изменить свой статус, вы сможете улучшить финансовый эквивалент за вашу работу. По этой карте вы тогда, тут ведь у нас идут перемены, как будто трансформация, вы для себя сможете и благополучие, процветание, если мы говорим про наращивание темпа, как будто тоже в сторону прогресса увеличить. Но это не происходит быстро, словно мы кирпичик за кирпичиком вот эту самую базу выстраиваем, а после этого полный вперед. Поменять какую-то собственную стратегию, тактику, как прежде оно уже как бы не сработает, как и взаимоотношения между людьми, так и взаимоотношения где-то в социуме. Может быть, и нам придется где-то сделать временную остановку и куда-то не торопиться, чтобы дать той или иной ситуации развиться самостоятельно. Что в личной жизни? Туз воды. Любовь, мои дорогие.
Любовь, радость, счастье, благополучие, изобилие, процветание, туз воды. Это как вообще морской конек нам изображен. Очень красивая карта. Это карта успеха, это карта удачи. Эта карта еще нам говорит о том, что безусловная любовь. Поэтому, правда, для кого-то из вас в личной жизни вы можете и изменить ее полностью, если вы один или одна. Ну, а для тех, кто в паре, значит, как-то расцветут ваши отношения совершенно по-другому, по-новому. По этой карте нам еще одновременно говорят про изобилие полное. Поэтому, наверное, выстраиваем словно базу свою, да, как основу чего-то. После этого набираем темп. И туз воды – это не только про личную жизнь, а когда у нас в целом все хорошо. Поэтому даже если где-то на начало года нам придется пересмотреть как отношение к людям, отношение к работе, что-то не делать как прежде, может быть, сломать о себе какой-то стереотип, ну так и какой-то шаблон в наших действиях, но это того стоит. И так или иначе все козыри будут в ваших руках, и изменить само по себе качество жизни в 2024 году, да еще и с последующим прогрессом для вас будет очень хорошие инвестиции в самого себя и в свои какие-то дальнейшие планы. Причем здесь так, и для людей творческих, и для людей, которые карьеристы в хорошем смысле, когда не просто повезет, а ощущение счастья вам тоже год дракона подарит. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда. Рожденные в год быка. По китайскому гороскопу Таро прогноз на 2024 год. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И у нас сегодня колода добра, так она называется. Прорисовала ее таролог, мудрый таролог с большим стажем и великолепный художник Колет Барон Рид. И она подает карты с позиции позитивной психологии. Вот давайте мы будем чуточку добрее к самим себе, может быть, милосерднее. Где-то дадим себе отдыху, и это как раз к вам относится. Не будем себя подгонять в тех случаях, когда это, собственно, и не нужно. Первую карту, которую мы с вами достанем, чем запомнится вам 2024 год. Неожиданное событие. Следующая карта. Что завершится? А что нового войдет в вашу жизнь? Давайте достанем, что будет радовать. А что может помешать? Достанем карту «Совет». И еще две карты. В одну мы объединим дела, работа, бизнес и деньги. И вторая карта «Личная жизнь». Давайте узнаем, чем же вам запомнится этот год. Карта повешенной. В этой колоде, посмотрите, какая карта. Человек, в принципе, доволен собой. И нам что говорит? Остановись, правда, не подгоняй себя. Это как раз вот только та фраза, которую я произнесла. Нет смысла как будто куда-то торопиться. Большое, может быть, видится на расстоянии. Может быть, допустив какую-то даже заминку на определенное время, мы потом придем к выводу, что каким-то делом вообще не имеет смысла заниматься. Или, как говорят, игра не стоит свеч. Продолжать какую-то тему в принципе. Здесь может проиграться еще и ситуация, когда что-то как будто было утрачено. Или, может быть, мы вкладывались во что-то, занимались каким-то видом деятельности. Или это может у кого-то проиграться в отношениях. Есть такое значение, когда мы должны принять даже поражение. То есть вот то, что не получилось осуществить. Своеобразная перезагрузка именно для того, чтобы понять, что же сейчас имеет смысл продолжать. Может быть, с одной стороны, какие-то наши прежние привязанности. Может быть, это наше отношение к делу было, ну, чересчур таким педантичным, да, и мы ожидали где-то слишком большего. Такое тоже
вполне может быть по этой карте. Ну, так значит, принять, наверное, то, что, с одной стороны, мы хотели, но есть еще и в нашей жизни не только радость, но и присутствует то, как какое-то разочарование. И карта нам говорит, не торопись, почему? Ведь это старший аркан, и любой старший аркан, он означает, что на нас влияют обстоятельства. А по этому аркану дважды, как будто именно в этой колоде, нас карта приглашает и еще не просто не торопиться, а как будто ожидай подсказки извне. Дождись того момента, когда, может быть, обстоятельства выстроятся в какую-то логическую цепочку развития событий. Или как будто само что-то будет более очевидным или определено будет. Не торопиться, не ускорять, не пытаться, может быть, какую-то ситуацию вообще педалировать. Уделить внимание еще, карта нам говорит, самим себе. И в целом обещает спокойный год. Хотя я могу сказать, чем запомнится. Вот, может быть, эта неспешность, да, ритм как будто года дракона для вас, вот именно для вашего знака не предполагает ускорения. Может быть, и, знаете, пошли оформлять какой-то документ, а он вот не в один день оформится, ну, а с какими-то проволочками или задержками. Сами по себе могут быть тоже задержки. И тогда дважды, наверное, вам говорят, что не воспринимай это очень критично, не реагируй на это эмоционально. Позволь себе больше отдыха, как будто само пространство будет стремиться к тому, чтобы вы, ну, наверное, не вкладывались чересчур в какое-то дело или куда-то не поспешили, может быть, и не было какой-то лишней оплошности. Вот такое тоже может быть. Поэтому спокойный год, мои дорогие. Ну, если меньше будете работать, так это только во благо. Неожиданное событие, давайте мы узнаем. Туз воздуха. Я называю эту карту, это как туз мечей, выход из лабиринта, принятие какого-то важного решения. И, видимо, где-то есть взаимосвязь с первой картой. Вы можете что-то важное по поводу вашей профессиональной деятельности для себя сделать какие-то выводы, словно, может быть, переориентироваться на что-то. Или где вот были какие-либо пробуксовки, вы будете словно знать выход. Вы будете знать, что стоит делать, а где точно нет смысла вообще вкладываться. Тут и такой момент. По этой карте идет судьба. Судьба, как вот влияют опять же на нас, может быть, события или обстоятельства, которые ну, мы не можем изменить. Видимо, они будут оказывать на вас в целом, на ход ваших намерений, наверное, ритм какой-то задавать. Поэтому и дважды нам говорят, не ускоряйся. Здесь мы действительно зависим как и от внешних каких-то ситуаций, так и с другой стороны, словно и наша судьба расписана в небесных скрижалях. И убыстрить какой-то ход дел мы здесь, скорее всего, не сможем. Стало быть, дважды не торопиться, мои дорогие, а вот выводы делать великолепно по этой карте. Если действительно какая-то стратегия, тактика не работает, как будто смена шаблона, ну, назрела, и такое может быть. Идем дальше, давайте посмотрим, что завершится. Королева воздуха, посмотрите, это королева мечей, мы бы сказали, а здесь какая прекрасная королева, добрая, и рядом сова, символ мудрости. По этой карте что завершится? Какая-то история или какая-то ваша жизненная ситуация, которая, может быть, была связана отчасти у кого-то, может быть, с выяснением отношений, может быть, это было по личной жизни. У кого-то могли быть вопросы, может быть, даже в конце 2023 года, как, знаете, по здоровью. Вот здесь завершается в каком плане? Что мы с чем-то разбираемся словно. По этой карте, в этой колоде, идет очень сильная самооценка и наши мудрые решения. Идет по этой карте также организация, может быть, с каким-то элементом новизны. Видимо, что-то вы будете переделывать, и в течение 2024 года вы направите либо свое дело, либо ваш бизнес, или если вы собираетесь строить карьеру, значит,
словно методы вы можете изменить и немножко курс поменять или поменять способы взаимодействия с людьми. Тут по-разному. Видимо, все будет зависеть от той обстановки, которая для вас складывается. Значит, вы, мои дорогие, сумеете правильно сориентироваться, что приходит на злобу дня, и либо что-то отпустить, либо что-то переделать. Вот такие будут решения. И к этому вас могут именно сами по себе обстоятельства вашей жизни словно подталкивать. А что нового войдет в вашу жизнь, давайте узнаем. Семерка земли. Это как будто мыслить по-новому. Вот, правда? Мы здесь, вот все то, что я только что сказала, пересмотрим свою стратегию, тактику, подкорректируем планы и полный вперед. По семерке земли, что нового? Тоже где-то эта карта говорит о том, что не ускоряйся, не получится какой-то вопрос продавить или его так вот, ну, как-то на скаку быстро решить, или сходу, или каким-то штурмом. Все же карта говорит о смене шаблона, есть такой момент, потому что какой-то прежний уже стереотип, может быть, нашего отношения к людям или конкретному человеку, или наше отношение к работе. Мы привыкли действовать всегда каким-то определенным образом или решать вопросы, может быть, с помощью чиновников даже, но тоже с каким-то своим путем как будто, да. А вот здесь может многое меняться. 2024 год, он в принципе будет, как, знаете, это ведь дракон, ассоциация с императором. Это структура, это власть. И они, вот подобные изменения как раз могут тоже происходить в 2024 году. Стало быть, вы всегда обращались, допустим, за помощью, поддержкой или решали какой-то вопрос через определенного человека. А здесь человек может поменяться или какая-то структура тоже поменялась, и вам нужно будет словно подстроиться под новый какой-то график, или вам нужно будет подстроиться под новую систему иерархии. По этой карте какое-то ваше новое решение. Вот если мы спрашиваем, что новое войдет в вашу жизнь, так тут вот все как будто новое будет пересматриваться сама по себе структура вашей жизни. И это не будет, потому что кто-то ломает что-то, а это именно вам захочется, потому что вы приходите к выводу, что да, прежние какие-то паттерны, они просто не работают, устарели, или многое поменялось, может быть, и будет в течение 2024 года меняться. И вам придется держать руку на пульсе и где-то так сообразно переменам тоже изменяться. Но это у нас когда все получается. И сама по себе карта может еще означать как выбор какой-то, перекресток. Поэтому принимать важные решения вам придется. Причем реорганизовывая как будто свою жизнь. Давайте мы посмотрим, что же будет радовать первосвященника. Тут как будто все по закону. Вот я сказала, да, мы можем обращаться к чиновникам, в инстанции. Как раз эта карта первосвященника, это карта как и знаний. Это карта бюрократической где-то машины и чиновников, и высокой иерархии, что будет радовать для кого-то из вас. Ведь эта карта говорит о том, что или она соответствует иерофанту, вы можете, к примеру, получить должность. Кто-то из вас может вступить не просто в брак, а может быть и даже венчание. Здесь какие-то очень важные события в вашей жизни будут происходить, которые или благодаря которым вы будете отстраивать новое качество жизни. Вот по этой карте. Кто-то из вас, если вы тем более, допустим, занимаетесь преподавательской деятельностью, можно получить очень высокую должность. Это к вам могут обращаться, допустим, просто даже в жизни за советом, как решить тот или иной вопрос. По этой карте что нас будет радовать? Когда мы учимся, потому что часто эта карта именно обучение тоже обозначает, когда мы открыты миру, и как раз вот эти самые перемены, то, что будет меняться, мы, ну, где-то не в штыки, а мы их пытаемся на наши реалии, нашей жизни, наши задачи переложить, и эффект будет великолепный. То есть где-то мы не упираемся продавить свою точку зрения. Нет, мы как раз ее словно адаптируем к той обстановке, которая будет складываться. И это, опять же, старший аркан, как будто перемены вот подобные, они неизбежны.
Ну, значит, какая-то, может быть, еще, знаете, помимо вот всего того, что я перечислила, кто-то из вас очень серьезно может заняться духовными практиками, например. Ну, кто знает, их много разных направлений. Кто-то эзотерикой, может быть, займется, кому-то будут интересны какие-то знания из области иррационального. А у кого-то из вас это, знаете, как ну, наверное, как интуиция заработает. Вот прежде вы за собой этого не замечали, а именно в 2024 году с учетом королевы воздуха мы сказали высокая самооценка. Вы сможете убедиться как будто на практике, что я думал или предполагал, вот так и развиваются события. И это будет способствовать как вашему самоодобрению и, что немаловажно, вашей самореализации. Давайте мы узнаем, что может помешать. Двойка воздуха или двойка мечей. Вот так, если мы переведем. И вот из этой двойки нужно как раз единицу, это туз или выход из лабиринта и создать, сделать или принять как решение. Есть какая-то развилка, когда нам не то, что надо ускоряться, а нам по этой карте говорят вообще остановись и куда-то не торопись. Если мы, ну, какую-то ситуацию начнем педалировать, мы не получим даже приблизительно того эффекта, на который мы рассчитываем. Значит, где-то неспешность течения года для вас будут важна. По этой карте это своего рода, как мы шли куда-то шли, и вот уперлись в стену. Мы как будто в тупик заходим, потому что прежние паттерны, шаблоны не работают. Нам действительно ничего не остается, как отстроить какую-то новую собственную стратегию и тактику. Вот этот самый найти выход из лабиринта. Давайте откроем совет от карт, мои дорогие. И, видимо, не просто вы выход из лабиринта, а к счастью, к радости, к удаче вы определенно находите. Что-то, может быть, и в работе подкорректируете. У кого-то в личной жизни, но все равно это ведь карта счастья, карта солнца. Следуй за своим солнцем буквально. Верь самого себя. Или, может быть, вам 2024 год подарит новые возможности настолько как будто раскрыться. Вот если нам сказали про самооценку высокую, так вот раскрыться в вашей мечте, вашим намерениям и планам, изменить собственное качество жизни к счастью, к изобилию и процветанию. Карта Солнца. Мне нечего добавить. Идем дальше. Дела, работа, бизнес и деньги. Вот, наверное, будет важно не нарушать закон и держать эмоциональный баланс. Если вы сталкиваетесь с какими-то темами в вашей работе, в вашем бизнесе, неважно, или вообще просто дела, даже если вы не работаете. Мы как будто должны точно знать, как работает в отношении нас закон. Не должно быть, как я надеюсь, на авось. Ну, вам это не очень соответствует, но все же, всяко бывает. И нам говорят, ты, как будто тебя закон будет охранять в том случае, если первое, понятно, мы его не нарушаем, даже в минимуме. Вот как я говорю обычно, если выпадает карта правосудия, мы улицу даже переходим не там, где всегда, а там, где положено. Как будто тогда мы сами себя бережем. Ну и, понятно, закон нас тоже бережет. Любое правило, любая регулировка, она из жизни приходит, она не из воздуха. Поэтому когда мы соблюдаем то, что принято в вашем обществе, как будто и мы сами себя вторично оберегаем. Но если есть те вопросы, в которых вы, ну, не профи, например, или не специалист, как, к примеру, юриспруденция, неплохо бы обратиться за помощью к адвокату или юристу. Тогда вы с точкой наверняка в свою пользу какой-то вопрос сумеете решить. Вот это будет важно. Но и быть честным самим собой, это, конечно, первое, говорит карта, и держать эмоциональный баланс, и вот тогда нет ничего невозможного. Вам придется себя страховать как будто, понимаете? Хотя карта Солнца нам говорит о том, что очень удачный будет для вас год. Но вот методы мы должны какие-то очень правильные с подстраховкой избрать. И не торопиться, а возможно от каких-то тупиковых ситуаций или мутных, двойственных, просто отказаться, не рисковать собой. И где-то азарту не место, это точно в течение 2024 года. Личная жизнь.
Семерка огня. Единорог. Сказочный такой у нас изображен, как будто на вершине скалы. И светлячки летают по семерке огня. Знаете, есть желание, ну, как будто что-то сделать немножко по-другому, может быть. Или даже если вы находитесь в паре, ну, каким-то образом изменить, может быть, обновить, внести новое вдохновение в вашу пару. Это своего рода настойчивость и инакомыслие, поэтому будет очень хорошо, если свежим вдохновением вы словно оживите ваши отношения. Будет возможность. Для тех, кто один или одна, я могу сказать так, кто-то будет напрямую заниматься, больше дела, работа, бизнес, потому что здесь какие-то новые сферы и грани сотрудничества для вас могут открыться. И если вы сами не захотите, с учетом карты Солнца, это ведь карта нашего эго и выбора правильного направления. Если вы поставите перед собой такую задачу, что я больше не хочу быть один или одна, тогда нет ничего невозможного. И, кстати, по семерке огня мы тогда, ну, как минимум, тоже должны выйти навстречу для того, чтобы встретить этого человека. И, может быть, если вы, допустим, пытались, ну, или надеялись на какое-то знакомство, посещая, ну, например, концерты, да, ну, я к примеру говорю, или театры, то по этой карте, если инакомыслие, это следует сделать немножко по-другому, отправиться в путешествие, может быть, там вы познакомитесь. То есть предпринять что-то, по-другому что-то сделать, чтобы эта встреча осуществилась. Интересный год для вас и для самореализации прекрасный также. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда. Рожденный в год тигра по китайскому гороскопу, Таро прогноз на 2024 год. Давайте узнаем подсказки карт. И у нас колода карт добра. Прорисовала ее художник Колет Барон Рид. И изображение она подает с позиции позитивной психологии. Давайте будем добрее к самим себе, где-то милосерднее. Может быть, не педалировать ту ситуацию, которая, ну, не имеет значения уже. Или от чего-то, может быть, отказаться придется. 2024 год, год дракона. И тигр с драконом ладит великолепно. Но, видимо, могут быть те события, когда правильная оценка или где-то, знаете, так рационально беспристрастная поможет вам не педалировать какую-то ситуацию, чтобы не получить обратный эффект. Вот этот момент может проиграться. Давайте мы с вами достанем первую карту, и она будет звучать. Чем запомнится вам 2024 год? Неожиданное событие. Что завершится в 2024 году? А что нового войдет в вашу жизнь? Что будет радовать? Давайте такую карту достанем. А что может помешать? Достанем карту совет. И достанем еще две карты. Первая у нас будет дела, работа, бизнес и деньги. Посмотрим энергии. И что нам подскажут на личную жизнь? Давайте будем смотреть. Чем запомнится король воздуха? Хладнокровие, выдержка, рационализм. Вот где-то все то, что я только что говорила. Может быть, по этой карте вопросы, связанные, если на нашу земную жизнь перевести, с оформлениями в высоких инстанциях, много контактов с чиновниками. Для кого-то из вас эта карта будет означать получение новой должности. И правда, дракон вам поможет построить карьеру. Или какие-то ваши честолюбивые планы, они тоже здесь смогут быть реализованы. Для кого-то из вас, может быть, и бизнес вы начнете как раз в 2024 году. Есть такое значение, когда мы соединяем интеллект, правила, законы и принимаем какое-то взвешенное решение. И в этой колоде убрать мусор из своей жизни. Вот буквально вот такая фраза прописана, и для кого-то это тоже, значит, может быть важно услышать. То есть не должно быть того, что нас как будто тянет назад. Может быть, вам вот так рационально придется сесть, обдумать, какой проект я продолжаю или чем я буду дальше заниматься. Вы можете быть словно на выборе, и вам его придется, такой выбор достаточно серьезный, с королем воздуха вам придется делать. Для кого-то из вас это могут быть, допустим, все же по королю воздуха, или это у нас король мечей, контакты,
с представителями закона, правопорядка какого-то, да, охраны. Поэтому мы себя не ускоряем, но умение предвидеть на пару шагов вперед, что-то просчитать и более холодную энергию, мои дорогие. Все-таки тигр много импульса огня. Вам придется себя останавливать, правда, чтобы самому условно себе не навредить. Переключиться совсем на другие энергии. Больше наблюдать, анализировать, принимать уже потом на основе увиденного и вашего анализа какого-то, принимать общую картину, делать выводы и только потом действовать. То есть поэтапность какая-то проходит, но абсолютно не импульс ни разу. Давайте неожиданные события мы посмотрим. Любовь. Вот очень интересная в этой колоде карт, посмотрите. Вообще это шестой аркан, это у нас аркан влюбленный, но именно в этой колоде она прорисована, эта карта, как аркан сила. Уравновесить то, что не уравновесить вообще в принципе сложно. И да, идет карта выбора. Мы будем словно на выборе стоять. Но если мы рассматриваем ее как аркан сила, к примеру, это, знаете, признание того, что любой сепаратизм – это иллюзия. Вся жизнь строится на взаимодействии. И от нашего правильного взаимодействия с людьми у нас будут решаться как и вопросы, так мы сумеем предвидеть, а может кто-то, ну, если так нам симпатизирует, то нас вовремя о чем-то предупредит, словно убережет, да, как будто все решают люди. И от того, как вы установите контакты с людьми, сколько мы обретем как бы наших единомышленников и не обретем, не создадим каких-то противников, будет зависеть наше качество жизни и сами по себе неожиданности. Это может быть как те люди, на кого мы можем опереться в трудную минуту. 24-й год, год дракона, и сама по себе система иерархии будет меняться, структура, порядка. Ведь дракон по китайскому гороскопу – это символ император. И понятно, что это власть, и вот какой-то порядок, как будто закладывается. И это не только 24-й год, где-то 25-й будет тоже с продолжением, когда уже, надеюсь, в более спокойном режиме будут отстраиваться как раз вот те самые, как регламенты, законы, прописано что-то будет. Но пока еще есть определенная турбулентность. Поэтому риску себя не подвергать, это, ну, трижды, наверное. А для кого-то из вас встретить любовь, мои дорогие, или уделить внимание, мои дорогие тигры, личной жизни. Вот в этом вам будет помогать дракон определенно, чтобы не быть одному или одной и изменить вот это самое качество жизни в сторону счастья. Это будет для вас важно. В неожиданностях у вас любовь, понимаете? Как для вас это будет важно? Что завершится? Королева земли. Ну, здесь, знаете, как новый, может быть, статус или все что угодно. Вы можете поменять в течение года место проживания, улучшить, допустим, свои жилищные условия. Можете заработать деньги, можете именно построить словно базу какой-то материального успеха с прогрессом на будущее. Тут не совсем у нас завершится. Здесь как раз мы как будто фундамент заложим на последующие действия, события, на последующее изобилие и процветание. По этой карте идет надежность, по этой карте идут, как и люди, которые мы можем доверять, как люди искренние, как те, которые создали себя сами, и вполне вероятно у кого-то проиграется, как вот вы разберетесь, если были какие-то вопросы, может быть, союз прежний, но уже не достигнуто было взаимопонимание, и фактически существует только, ну, как на бумаге, да, тут вы, скорее всего, будете тоже что-то вам может захотеться упорядочить, или в целом по этой карте, если мы говорим про работу и про наши достижения, то это сами по себе достижения, практичность, четкость, честность, вот эти, наверное, качества, они для вас будут формировать ваше личное качество жизни, повторяюсь. Здесь не то, что завершается, а здесь именно как будто база какая-то ваша консолидируется для дальнейшего квантового скачка. Или для того, чтобы как-то вот коренным образом
изменить в сторону улучшения свою собственную жизнь, самореализоваться, может быть, и окружить себя, опять же, потому что по этой карте идет, начиная от людей, от взаимодействия где-то с людьми, так и жилищные вопросы могут решаться, финансовые вопросы, ну и, понятно, наши честолюбивые планы и амбиции, все вместе, как будто не по отдельности, а в целом. Но в целом, наверное, это и есть какая-то гармония. Вот вы ее будете отстраивать. Есть возможность, по крайней мере. Вам, видимо, дракон благоволит, чтобы что-то в вашей жизни стало в течение 2024 года не похожим, как на американские горки, то вверх, то вниз, а обрело какую-то надежность. Вот в эту сторону будут развиваться события, по крайней мере, возможности будут. Как и встретить человека, так и договориться с нужными людьми. А что же нового, ну, прекрасного войдет? Солнце войдет. Вот все то, что я сейчас говорила, изобилие, процветание, благополучие. Это карта выбора правильного направления, пусть не в этой колоде, но все-таки это карта нашего эго, и это и есть самореализация. Все, что вы себе задумаете, но в других немножко энергиях, о которых я говорила, для вас практически возможно все, мои дорогие тигры. Что будет радовать? Маг. Смотрите, какие у вас серьезные карты. Вас любит дракон, но оно так и есть. Дракон с тигром где-то в одних энергиях, потому что оба знака или тотема, тотемных животных, это сила, это мужество, это где-то благородство, это полное непринятие, когда два пишем, три в уме. То есть вот да, эти энергии, они будут для вас с плюсом проигрываться. Поэтому сумейте для себя сделать как можно больше. По магу, может быть, где-то нам и придется, вот как по королю воздуха, быть хладнокровно расчетливым, не брать каким-то реваншем, а вот так просчитать до мелочей. Не будет мелочей в 2024 году. И умение, ну, видимо, взаимодействовать с какими-то пунктами, которым прежде мы бы не придали даже значения. Так вот, мелочей нет. И то, что казалось прежде несущественным, здесь может в последующем, ну, во что-то крупное вылиться. И это должно быть что-то именно со знаком плюс. По карте мага есть, безусловно, возможности, и это соединение вообще в этой колоде идет, когда мы соединяем наше мастерство и одновременно силу воли, силу духа. А вы воины в душе, по сути дела. Вот, видимо, сама по себе сила духа, она ничего не значит. И мастерство само по себе тоже не значит. А вот великая сила, если мы сумеем это как-то соединить и использовать на пользу себе, на благо себе, на улучшение, опять же, качества жизни. Что нам может помешать? Тройка воды. Праздник. Ну, видимо, много свершений, которые вас порадуют, или событий. Может быть, и где-то и любовь. Но по тройке воды это и приятные эмоции. Я не могу сказать, что это как-то будет мешать. Ну, может быть, если мы, ну, где-то так чересчур праздником увлечемся. Или расслабимся, мои дорогие. То есть все-таки, видите, как первая карта, она одна карта напротив другой. По королю воздуха мы говорим рационализм, да, холодность суждений. То есть не смешивать где-то эмоции с логикой. Это будет важно. И, может быть, если вопросы именно личных отношений, вашей любви, там вот этот праздник и эмоции со знаком плюс и прекрасно, полный вперед, то все вопросы, которые с документами, с бумагами или более что-то конкретное нужно решать именно с позиции здравого смысла. И там эмоции не должны на вас вообще оказывать влияние, они просто могут где-то помешать. Совет от карт. Вы можете столкнуться с обстоятельствами непреодолимой силы. И от вас не штурмом что-то брать, а может быть как раз удалиться по-английски. Все же карта башня, и она нам говорит о том, что мы успеваем как будто запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Или даже если сложится, меня смотрят люди из разных стран, и у каждого своя какая-то обстановка вокруг. Так вот здесь мы как будто успеваем словно выйти из каких-то сложных обстоятельств. В этом, безусловно, есть плюс, но есть и такой момент, что все-таки опасность, она может быть где-то
ну, как минимум присутствовать раз в течение года. Мы себя искусственной опасности не должны подвергнуть, это факт. И если мы рассматриваем как совет, по карте башня рушится как будто вокруг порядок, и нам тоже необходимо сменить собственную парадигму, сменить собственные шаблоны, взгляды на жизнь, на мир, на взаимодействие с людьми. По сути дела, мы об этом говорили как по королю воздуха в самом начале. И здесь нам просто выпадает карта в совет, и она добавляет, наверное, того, что даже могут, если происходят какие-то обстоятельства непреодолимой силы или какие-то катаклизмы, или что-то меняется вот из разряда того, на что вы не влияете. Это словно судьба где-то, пространство вас подталкивает к правильному решению. Для того, чтобы в вашей жизни произошли какие-то перемены. Как будто они-то для вас могут быть благоприятны. Или если вокруг вас даже тоже что-то как будто происходит, тигр может каким-то образом переложить на пользу себе, потому что у вас и карта солнца, и карта мага, и любви. Но маг собой никогда не рискует. Поэтому, если вы прежде какой-то вопрос решали реваншем, повторюсь, то теперь с позиции логики и как серый кардинал. Вот тогда на 1000% у вас получится то, что вы хотите осуществить. Не должно быть риска вообще никакого. Ни в малом, ни в большом. Понимаете? Дела, работа, бизнес, деньги, зов. Это момент перехода. Это как 20-й старший аркан, еще один старший аркан, и нам говорят, если мы на Таро переложим избавление от боли, избавление от страданий, и вообще это как карта возрождения. Но я сказала, переход – это какое-то пороговое состояние, когда мы от чего-то откажемся в пользу совершенно чего-то нового. Или пусть даже это касается вашего прежнего места работы. Я понимаю, не все уволятся, правда, кто-то останется. Это могут быть какие-то изменения в вашей организации. Или изменения, опять же, сопряженные с обстановкой вокруг. Но для вас это будет означать новая возможность. И по этой карте нас как будто высшие силы охраняют. Как будто сам ангел-хранитель вас стережет. Это карта истинного успеха в этой колоде. Будьте внимательны, мои дорогие тигры. Личная жизнь. Здесь ведь и финансы, и все на свете сразу, да, и какая-то и самореализация, и ну, то, что вы хотите осуществить. Главное, энергии. Не реванша, а вот другие. Вот интересно, еще один старший аркан. Смотрите, какой красивый. И главное, личную жизнь. 15-й аркан. Аркан дьявола. Страсть. Ну, видимо, у кого-то недаром, где любовь, то там и страсть. Поэтому я могу сказать, те, кто в паре, даже, может быть, ваши отношения уже длятся долгое время, то тут вы как раз можете испытать, знаете, как словно вчера познакомились. Вот элемент обновления, так бывает. Может быть, вы думать будете словно в унисон со своим партнером. Или, кстати, кто-то из вас семейный бизнес может задумать в 2024 году. Но тогда все равно логика и рационализм. По этой карте хорошо проигрывается 15-й аркан. Это как раз в вопросах любви или заработка денег. Но здесь это искушение, да, нам говорят. И для тех, кто один или одна, безусловно, можно встретить человека, которому вы будете испытывать, ну, не просто чувства какие-то, чувства-то тоже есть, нам об этом говорят, но еще и сильное физическое влечение. И тогда вот эта тройка воды, как праздник, да, мы где-то не должны замечтаться, все равно к рационализму. Значит, нужно как-то подумать, как продолжать ваши отношения. То есть это, конечно, само по себе очень важная составляющая нашей человеческой жизни, если мы говорим про страсть, да, но не путать с каким-то рационализмом в делах. Вам как будто придется свою жизнь на две составляющие четко поделить. Там, где хороши эмоции и восторги, и какие-то приятные чувства и так далее. И там, где от меня требуется логика, прагматизм, холодный расчет, как по магу. И никогда не мешать одно с другим. Прекрасный год, мои дорогие тигры, и явно дракон вам помогает в том, чтобы у вас, ну, абсолютно как-то поменялось качество вашей жизни и на последующий период,
еще и продолжилось. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда. Рожденный в год кота или кролика по китайскому гороскопу, Таро прогноз на 2024 год. Давайте узнаем подсказки карт. И у нас колода называется «Колода добра». Ее прорисовала художник, таролог Колет Барон Рид. И подает она изображение карт с позиции позитивной психологии. Всех нас призывая быть чуточку добрее к самим себе. Ну, давайте узнаем. И первая карта у нас будет называться «Чем запомнится вам 2024 год». Неожиданные события. Давайте узнаем, что завершится. А что нового войдет в вашу жизнь? Что будет радовать? Спросим, что может помешать. И достанем карту «Совет». И кроме этого объединим дела, работа, бизнес и деньги в одну карту. Тенденции или энергии посмотрим. И еще одну карту достанем. Личная жизнь. Итак, чем запомнится? Туз воздуха. Или туз мечей мы это называем. И я говорю это как выход из лабиринта. Выход из какой-то сложной ситуации или запутанной. Или когда вы можете принять какое-то очень важное решение по тем или иным обстоятельствам. Словно сделать какой-то важный вывод. Может быть, была какая-то предыдущая обстановка, когда вы не могли с чем-то определиться, или двойственность в чем-то была. А здесь словно вот по этой карте как раз и проигрывается словно судьба, рок. Нас заставляет что-то изменить. Изменить себя или наше отношение к чему-либо или к кому-то. Может быть, обстоятельства вокруг вас, меня смотрят люди из разных стран, тоже будут влиять на ваши принимаемые решения и на то, что вы будете планировать. Но все равно по этой карте, когда мы словно находим выход из лабиринта, из любой ситуации, вы будете знать, как выйти, или как улучшить что-то, или как больше денег заработать, или как в отношениях, какой-то консенсус, может быть, достичь, или для тех, кто один или одна, может быть, есть возможность познакомиться, но определенно какое-то решение с помощью высших сил, как мы говорим, ну или назовите это судьбой. Ну, видимо, ваш ангел-хранитель вам будет определенно помогать. Но я не могу сказать, что мы куда-то очень сильно торопимся. Но это пока одна карта. Давайте посмотрим. Неожиданности. Король огня. Мы можем и познакомиться, правда, с человеком. Это новое, может быть, знакомство. Кстати, по этой карте, в этой колоде идет как будто духовный наставник, учитель. Но, безусловно, это может быть тот человек, который думает совершенно иначе. Не так, как мы, может быть, по какому-то шаблону, или мы по-своему как-то видим процессы, допустим, которые происходят в нашей жизни в целом, или какие-то события конкретные. А тут человек видит возможность, потому что это всегда король огня, он как будто имеет определенный инсайт, импульс, что-то осуществить, и свое видение. Есть по этой карте индивидуальность. Может быть, с учетом туза воздуха, это как раз в вас, словно благодаря какому-то инсайту или вашему решению, вы сможете осуществить какой-то свой задуманный проект. Это сама по себе карта лидерства. И кто знает, для вас может быть как получение должности или начало своего творчества. Для кого-то может быть актуально построение карьеры или, в принципе, смена сферы деятельности. По этой карте проходят новые идеи. Видимо, от новых идей в них не будет недостатка, это точно. И вы явно будете хотеть что-то осуществить, потому что вам очень захочется изменить свою жизнь. Вот что-то по-другому. Может быть, и обстоятельства, которые вокруг вас тоже вынуждают больше драйва как будто добавить в жизнь. Такое тоже может быть. Что завершится, давайте мы спросим.
Двойка воды. Вообще это карта про любовь, про взаимодействие. Значит, есть возможность разобраться, допустим, в личных отношениях окончательно. С кем я, кто со мной. По этой карте я не могу сказать, что это завершится. Но вот ясность в личную жизнь определенно у вас будет возможность нести в 2024 году. Конечно, очень многое будет зависеть от дипломатии, где-то об этом нам говорят. Но это, знаете, по этой карте еще идет безусловная любовь и какое-то есть значение изобилия. Значит, от выбора нашего партнера, правильного выбора, будет где-то зависеть и качество жизни. Либо что-то завершится, либо что-то продолжится. А вот выход из этого лабиринта или какое-то важное решение, которое будет оказывать существенное влияние на то, как вы будете в дальнейшем ощущать себя счастливым, или вам как будто может чего-то не хватать, как душевности, как взаимопонимания, как радости. Вот тут будет все зависеть от вас, мои дорогие. Поэтому что-то не упустить будет, наверное, очень важно. И будет как раз возможность что-то построить новое, словно отношения, основанные на искренности, любви, взаимопонимании. Или договориться, может быть, не обязательно даже личная жизнь. Все-таки у нас дуальности карта. Может быть, решить какие-то вопросы даже в высоких инстанциях благодаря где-то дипломатии. А это тоже ваша сильная сторона. Если это требуется лично вам или требует того обстановка, вы со всеми найдете общий язык. Давайте мы посмотрим, а что же нового войдет в вашу жизнь. Двойка земли. Но взаимодействие какое-то и выбор как будто совершенно неизбежны. Может быть, по этой карте для кого-то из вас работа на двух работах. Вот как мы спрашиваем, что нового войдет. Или новая сфера деятельности. По этой карте есть еще такой момент, что мы как будто должны в конце концов сделать этот выбор. Может быть, мы, кстати, долгое время не решали сделать выбор. И тогда по тузу воды мы сказали, это судьба рок. Тут словно высшие силы за нас что-то могут начать менять, понимаете? И будет очень многое зависеть от того, насколько вы готовы к каким-то переменам. Принять, наверное, какую-то реальность, которая вокруг вас сложилась, будет очень важно. Но по этой карте, если мы говорим, что приходит нового, а это в первую очередь баланс между работой и отдыхом. Поэтому для тех, кто на двух, даже если работах работает, то, ну, видимо, либо вы сможете больше, как-то у вас может быть, график так работы будет строиться, как будто есть возможность больше отдыхать, и больше зарабатывать, и больше отдыхать. Но, может быть, это потребует как раз вот этого выхода, да, с чем-то нужно определиться или заниматься именно той работой или той деятельностью, которая приносит доход. Может быть, и так тоже. Может быть, посредством того, что вы с нужными людьми что-то согласуете или договоритесь, это тоже будет оказывать влияние на качество вашей жизни. Две двойки, как будто взаимодействие – это основа всего. Взаимодействие с людьми. Но оно и правда, все решают люди. Что будет радовать? Пятерка земли. Знаете, будет радовать, что какая-то, если такова была, да, минусовая ситуация в плане финансов, вот здесь мы можем как раз, ну и разобраться. А для кого-то из вас это, если были какие-то отношения, когда утрачено взаимопонимание, и тогда вы можете отказаться и где-то продумывать о том, чтобы оформить де юре. По этой карте может еще такой момент проиграться, что, знаете, это ведь у нас что радует. Так вот, с кем из людей вашего окружения не было какого-то, опять же, взаимопонимания или была какая-то холодность в отношениях, или был такой момент, когда меня словно использовали, вот у кого-то так, то тут вы сами откажетесь от этих отношений. От чего-то вы будете определенно отказываться, потому что что-то не имеет смысла. И вот этот самый, опять же, вот туз воздуха нам сразу говорит, что одно
только существует решение одно, как будто направление для того, чтобы ну, взять ответственность где-то на свою жизнь. Не получится так, знаете, отступить полшага назад и думать, что ситуация как-то решится сама. Или ее решат за нас. И если мы не готовы к тому, что мы сказали, что год дракона – это год трансформации и перемен, смена структуры, смена порядка, и нам надо принять новые какие-то условия жизни или новый порядок жизни. Мы не можем что-то бесконечно выжидать. Вот здесь будет для вас важно. Нас будет радовать, если мы сменим как будто курс свой собственный. И карта говорит, очень добрая эта карта, что богатство доступно, но для этого нужно, ну, не действовать по старому шаблону, а вот именно все то, что я только что говорила, изменить как методы, так стратегию и тактику. Что будет мешать или препятствовать? Королева воздуха, да ничего не будет мешать и препятствовать. Вот нет никаких зримых причин, которые бы вам могли поставить какой-то как барьер. Эта карта, по сути дела, самореализации, высокой самооценки, мудрости и независимости. Ну, разве что где-то резкие суждения, разве что. А вообще увидеть рационально, что же есть по факту, и сделать правильные выводы. Давайте мы посмотрим совет. Четверка воздуха. И как совет в этой колоде предельно краток: исцеление, медитация и восстановление сил. Подумать о самих себе, может быть, и о творческих планах, но может быть для кого-то и уделить внимание собственному здоровью. Дела, работа, бизнес, деньги. Давайте посмотрим. Вестник Земли. Прекрасная карта о наших перспективах и новых начинаниях. О том, что мы можем пойти учиться в 2024 году. Вас может заинтересовать новая сфера деятельности. Мы можем себя вообще сделать, как будто совершить, да, квантовый скачок и начать какое-то дело с нуля. И в течение 2024 года развить его до определенной степени, то есть получить уже какой-то результат, в том числе финансовый. И это еще нам говорит о прогрессе на последующие годы. Кто-то из вас действительно по работе примет важные решения. С другой стороны, это надежность. Деньги как будто будут, нам об этом уже говорят. Потребуется где-то и выносливость, потребуются и решительные действия, ну и сделать какой-то вот важный выбор. Давайте мы посмотрим, а что же в личной жизни. Интересная карта. Посмотрите, венок из свечей. Планов громадью может быть. И не погнаться за каким-то импульсом. Где-то помимо, наверное, того, что мы хотим осуществить, у каждого по-своему как-то будут видения вашей личной жизни, совместной жизни. Но в то же время карта может как раз означать новую встречу, какое-то новое романтическое знакомство, потому что это может быть какое-то приключение, может быть, куда-то вы отправитесь, и совершенно случайно, с учетом туза воздуха, опять же, в значении рок, судьба, вас, знаете, как мы говорим, человек по судьбе, вы сможете познакомиться. В вашей жизни могут быть сами по себе люди, которые вам будут интересны. Они, может быть, вас будут даже больше интересовать люди, которые думают немножко не так, как вы. Может быть, это как альтернативные взгляды, в принципе, на жизнь. Вы можете увлечься подобным человеком. Поэтому держать где-то баланс тоже предполагается. По этой карте может быть еще и такой момент, когда хочется настоять на своем, когда будет достаточно энергии у вас. И, может быть, это отчасти карта говорит, для кого-то из вас много времени придется уделять вашему творчеству. С учетом, посмотрите, два вестника, и это всегда активность. Поэтому скучать будет некогда, правда. Вы можете уделять очень много внимания развитию собственного бизнеса, творчества или какого-то личного проекта, если вы определитесь этим заниматься или поставите, вот как у нас 2 двойки выпало, да, поставите, что это будет на первом месте в моей жизни, потому что я хочу сменить сферу деятельности. И тогда вот тут как раз
Это импульсность, но не в плане каких-то резких заявлений, а нашей собственной готовности. У вас выпадает два вестника. Вестник Земли, дела, работа, бизнес, и вестник огня. С учетом туза воздуха, правда, какое-то важное решение вы словно примете для себя окончательно и полный вперед, потому что сама по себе активность, активная жизнь, интересная жизнь с новыми, может быть, людьми, с новыми приключениями, с новыми какими-то возможностями, как будто зовет и манит в 2024 год. Определенно скучать будет некогда, но и себя где-то под удар мы тоже не ставим. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.